Попытка номер 3. И снова здравствуйте. Сегодня 6 мая 2025 года. Дед из подземелья выходит в эфир. Из подземелья не выходит, а в эфир выходит. Вот так вот. Тут входит, а тут не выходит. Стрим падал. Вот сейчас возможно, что удастся удачно произвести сеанс связи. 3 килобита держится стабильно, нет выпадений кадров. Я применил, Аркадий Николаевич, благодарю вас за подсказку и наводку. Я применил указанные настройки, поставил галочки в расширенных по вашему указанию ценному. На всякий случай приподнял приоритет, выше 3%. Вот, все зеленое, 0% выпадений кадров. Проверяю, насколько активными оказались эти параметры. Да, еще я выбрал привязать OBS к определенному интерфейсу, в данном случае Wi-Fi. И динамически менять битрейт в случае значительных провалов. Давно это у вас? Провалы в памяти? Что? Давно, да, давно. А что давно? Провалы. Какие провалы? И Network Optimization разрешено. Последнюю галочку ставить не стал, что-то она какая-то сомнительная. TCP Pacing. Я даже не понимаю, что это такое. Понятно, да. А что это такое? Вот, зелененькое, вот все зелененькое. Возможно. Короче говоря, будем надеяться, будем изо всех сил надеяться, что в этот раз с этой попытки все пойдет дальше более или менее. Лайв-чат. Пожалуйста, будьте любезны, лайв-чат. И будьте любезны вот заглянуть вот сюда, в студию. В студию лайв. Нет просмотров. Один просмотр случился у предыдущей попытки, что характерно. Control Room. Пожалуйста, будьте любезны. Control Room говорит, что excellent connection. И будем надеяться, что так пойдет дальше. Окей, конечно, меня взбодрило и перевозбудило присутствие живых зрителей. Я никогда не думал, что стриминг это настолько азартное мероприятие. Никогда не думал. Это просто открытие деда из подземелья. Дед из подземелья открыл, что вода мокрая. Друзья, вот смейтесь. Наступают такие моменты, когда простейшие вещи способны вызвать сакраментальную реакцию. Вот так, хочется вернуться в какую-то более привычную, студийную. К чему привыкаешь? Привыкаешь к тому, что боковым зрением периферическим наблюдаешь бегунки, значит, что тебя слышит микрофон. Уже это какие-то моменты, да? Какого-то псевдопрофессионализма начинают проскакивать. И так, не надеюсь уже на то, что наберется количество живых зрителей, вернусь к теме, которая была запланирована. А запланировал я специально для Игната, Игнис Гэл, как вот
правильно произносить, пока не научился. Я озвучу то, что я набросал, еще позавчера набросал. Или вчера это было. Уже память сбоит. Что такое StarMaker? StarMaker — это социальная платформа для совместного пения, где пользователи объединяются в виртуальные дуэты и группы, создавая ощущение близости, поддержки, подобное семейным или дружеским связям, что удовлетворяет базальную, я бы сказал, потребность в принадлежности. Регулярное пение StarMaker тренирует эндорфинную систему. Продолжительные вокальные сессии, особенно в гармонии с другими, в гармонии — это настолько условно растяжимое понятие, как в своей книге написал наш любимый, обожаемый Сальвадор Дали. Художник, не бойся гармонии, ты ее никогда не достигнешь. Поэтому гармонии бояться не надо. Вот особенно в гармонии с другими. При этом снижается стресс, это после продолжительных вокальных сессий, а активируется парасимпатическая нервная система и стимулируется выброс эндорфинов, формируя устойчивую вознаграждающую зависимость от процесса. Механика геймификации также присутствует. А именно, это рейтинги, награды. Значит, это закрепляет привычку, превращая пение в ритуал. Ритуал. Вот. Уважаемый алгоритм, обратите внимание, пожалуйста, на... Опять выпадают кадры, и битрейт куда-то проваливается. Вполне может быть, что и эта попытка будет неудачная, хотя не факт. Продолжаем, несмотря ни на что. Значит, нужно продолжить, довести дело до конца. Может быть, даже музыку сделать потише. Во всяком случае, себе в ушах ее потише как-то можно сделать. Вам, думаю, что она нормально, не мешает? Я проверил, вроде бы нормально там. Вроде бы нормально. Если слишком громко, пожалуйста, напишите. На всякий случай вот десктоп аудио еще вот так вот притушим. Скорее всего, вот так будет лучше всего. Если вообще там хоть что-то слышно. Так вот, механика геймификации, рейтинги, награды. Простите, говорю в нос. По привычке бубнеть себе под нос что-то. С позитивным подкреплением. Значит, это что дает? Привычку дает, закрепляет привычку. Превращая пение в ритуал. Алгоритм. Внимание, терминология. Ритуал. Все, в этот раз не сработала магия. Битрейт не провалился. Этот ритуал через повторение усиливает нейропластичность. Терминология. То есть аналогично когнитивно-поведенческим техникам, но с позитивным подкреплением через музыку и социализацию. То есть музыку ты сама по себе она вызывает у тебя повышение уровня эндорфинов, если там вообще хоть какие-то есть изначально, хоть какой-то уровень есть, да. То есть ты же выбираешь то, что тебе изначально хоть как-то нравится. Но если ты идешь, пытаешься, так сказать, петь, в, так сказать, дуэтах, то, что тебе изначально никак не нравится, никак тебя это не цепляет, никаким боком не ассоциируется с твоими пресуппозициями, да, с твоими предпочтениями, каким-то подвертом твоим личным, глубоко интимным, то какого вообще моржового ты забыл вот в этой теме? Ну тут ну просто как-то вот должно быть понимание
конгруентности базисная, что вот как бы все равно ты идешь туда, вот куда к чему ты предрасположен. Как вот, знаете, идет распределение Гауссова, когда шарики бросают в специальную вот такую вот коробочку с прозрачными стенками, и мы видим, что как ни крути, а вот этот вот колокол, вот он формируется. Почему? Потому что это статистика. Вот. Ну, там демон Максвелла, конечно, присутствует, но в данном случае он бессилен. Он не может даже демон Максвелла не может повлиять, не может гауссово распределение нарушить. Но не будем нервничать, не спеша во всем спокойно разберемся, пойдем простым и логическим ходом, вернемся к нашему стармейкеру и к его механике геймификации через рейтинги награды, к его ритуалам и позитивным подкреплением через музыку и социализацию. Здесь вот я выделил, что бы хотелось озвучить для психиатра. Платформа использует биологически встроенные механизмы. Это социальная кооперация вызывает подъем окситоцина, выработку окситоцина. Ритмичное дыхание само по себе это гимнастика. Это что у нас? Серотонин. Затем факт достижений, допустим, ну вот я смог, там просто от начала до конца, допустим, там 5, 3, 5, 6, там 8, 9 минут, например. Бывают такие длинные произведения, предположим. Я сейчас не буду озвучивать, чтобы вы не подумали, что это троллинг. Это абсолютно серьезно. Я рассказываю про то, чем я занимаюсь сам. 9 минут, вот буквально я вчера записал. Вчера или позавчера. Память сбоит. 9 минут. В общем, достижение такое. Ты просто дошел до финиша, грубо говоря. Вот от начала, от А до... Если тебе там еще какую-то буковку поставили, букву Б, там, букву С, бывает даже А с плюсом. Максимум это с 2 плюсами. Ты попал в интонацию, ты не вылезал из ритмической сетки по каким-то еще неведомым. На самом деле там очень хорошо. Это, конечно же, искусственный интеллект подключен. Очень хорошо дается анализ. Попробуйте, сами убедитесь в этом. Насколько прям точно ты попадал, даже эмоцию она анализирует, выщемляет, вычленяет, выявляет и оценивает количественно. Вот так вот. Очень интересная схема. Вот. Явно не школьники, выпускники вчерашние делали на коленке. Ключевое для психиатра я выделил, да? Серотонин, потом достижение, это дофамин, и превращает в устойчивую петлю обратной связи. Еще раз повторяю. Платформа использует биологически встроенные механизмы. Социальная кооперация, окситоцин, ритмичное дыхание, серотонин, достижение, дофамин. Вот она, троица у нас. И превращается, это все, брюки превращаются в оригинальные шорты. В устойчивую петлю гистерезиса, обратной связи. Так что StarMaker, по сути, это как, я бы сказал, вот моя личная собственная вот такая вот версия, я бы сказал, что это версия деда из подземелья, что это как казино наоборот. Оно использует те же нейробиологические механизмы вознаграждения, дофамин, эндорфин и окситоцин, но вместо деструктивной зависимости формирует позитивно подкрепляемую петлю с прокачкой социальных и когнитивных навыков. Вот. Эффекты системы практики в StarMaker, если их сопоставить с алкоголизмом и наркоманией. Берем одну зависимость, берем другую зависимость. И беспристрастно вот так вот кладем их друг перед другом на одну какую-то плоскость и пытаемся некую вывести равнодействующую, да, и посмотреть, куда же стрелка говномера перетянет. Вот критерий: нейрохимия. В алкоголизме и наркомании это дофаминовые скачки.
приводящее к истощению рецепторов и толерантности, привыкания. Регулярное пение в StarMaker. Умеренный, но устойчивый выброс эндорфинов и окситоцина. И я еще добавлю, что в немалом количестве происходит выброс адреналина, потому что ты волнуешься. Вот я волнуюсь сейчас в эфире, а вы знаете, как я волнуюсь, когда я исполняю в дуэте какую-нибудь серьезную вещь. Вот. Это настолько глубоко. Конечно, допустим, вы можете не волноваться, вы можете вообще не пробовать ничего. Но все-таки попробуйте, я рекомендую. Мне когда-то рекомендовали, я попробую. Я не жалею о том, что я попробую. Я не жалею о том, что я приобрел эту зависимость. Дальше по тексту, может быть, я не помню, раскрыл я этот момент или нет. Ну, любая зависимость приобретенная, она никуда не девается. Вот тот же алкоголизм, та же наркомания никуда не девается. Но ее можно вытеснить только другой зависимостью. Занять ее место. Вот. Так вот, регулярное пение в StarMaker – это умеренный, но устойчивый выброс эндорфинов и окситоцина. Долгосрочная балансировка. То есть, постоянно в тонусе психическая система находится. Как бы мозг плюс остальной организм. Вот эта вот система. Берем ее, раз процессор и что комплекс периферийных устройств. Они в постоянном тонусе. И при этом не происходит истощение рецепторов. Почему? Потому что это естественные механизмы, механики, естественно глубинные задействованы вот устройства, вот родное устройство, нативное. Родные, короче, драйвера от производителя, прошивка фирменная, вот, не от хакеров. По критерию социализация. Что у нас дает алкоголизм? Это изоляция и разрушение связей. Что дает StarMaker? Кооперация, чувство принадлежности, виртуальные семьи, дуэты. Полная противоположность. Если алкоголизм просто деградация, деструкция, разрушение, изоляция и вот один сплошной feeling down. Вот подавленность, все, ты в дауне. Грусть, тоска, печаль и еще такое слово, я вам скажу, журба. Это все капец. StarMaker – это кооперация, чувство принадлежности и развитие в социализации. Что абсолютно механично, абсолютно гарантированно продолжается в реальной жизни. Вот сидел ты и читал Бродского, своего любимого. Читал и учил, зубрил, можно сказать, наизусть. Не выходи из комнаты, не выходи, не совершай ошибку. И не выходил из комнаты, и не совершал ошибку. Кроме того, что тебе, допустим, твой последний подземельный друг твой приносил к тебе, приходил и приносил с собой. Вот. Самогонева, допустим, да, и уходил. А ты оставался и не выходил из комнаты. А потом ты начал делать дыхательные упражнения. Присоединился к виртуальным семьям. К семье, конечно, к семье. Семья должна быть одна. Вот. Почувствовал кооперацию и чувство принадлежности. Это, оно тебя просто стало потихонечку поднимать. Ты стал думать уже о том, что, может быть, выйти из этой комнаты. Вот. А может, попробовать хотя бы. Вот. Попробовал, и тебе понравилось. Вот. Контроль звука. Если у нас звук. Звука у нас, конечно же, нет. Я вас поздравляю. Капец, ребята, я вас поздравляю. Звука просто нет. Кому же я это все рассказываю? Капец. Сидит чувак без звука. Нет, звук есть. Или нету? Или я не туда? Нет, звук есть. Я не туда смотрю. О, наладил. Так победил я по вашему рецепту. Я установил эти фишки, флажочки. Вот. Но тут, вы знаете, мы не можем быть на 100% уверены, потому что от нас не все зависит. Как оно в сети, как оно где там что. Я вот сейчас уже с перепугу подумал, что у меня микрофон вещать перестал, что я без звука сижу. Тут, а я тут уже
насидел, извините меня, на 19 минут, я уже тут проталкиваю. Для Игната я проталкиваю. Я не знаю, насколько это этично и приемлемо называть человека по имени по-реальному, когда ты вот познакомился с ним. Помнишь, как друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве. Друга я никогда не забуду, если с ним познакомился на стриме. Так вот, если я знаю, как его зовут, а на стримах он под ником. Есть звук, да, я уже вижу. Со звуком должно быть, слава богу, тфу-тфу-тфу, все в порядке. Над звуком я мучился на вот эти 2 суток, что не было эфиров. Это я болел, это просто вот какая там кровь из ушей. Все вытекло, мозги уже потекли из ушей, потому что я ему так переболел. Дело в том, что вот эта вот гарнитура, она очень приличная гарнитура, потому что вот она работает в телефоне. Она себя пока, и не в одном только этом телефоне. Это вот в этом компьютере очень много наводок, именно фоновых наводок, таких базовых. Это не только тот шум, который присутствует сейчас в атмосфере. В общем и целом, я доволен вот таким пока решением. Считайте, что это такой вот выносной микрофон, временный друг познается в беде. Безусловно, что вы меня взрываете, вы меня раскалываете. Я настроен сейчас на серьезную волну, Аркадий Николаевич, для того, чтобы довести именно вот это концептуальное повествование до Игниса о том, что же такое StarMaker. Вот, и немножко я его как бы адаптировал под терминологию. Опять провал. Вот он провал. Адаптировал под терминологию доктора в его специализацию. Так вот, провал. Короче, не будем обращать внимание на эти временные провалы. Оно как бы восстанавливается потихонечку. Я думаю, что это беда. Не то беда, но беда с сотовой связью. Мобильная сеть. И так далее. Двигаемся. Физиология. Критерий физиология. Что нам дает алкоголизм? Ускоренное старение. Когнитивные эффекты мы пропустили. По критерию когнитивный эффект алкоголизм дает ухудшение памяти и снижение скорости реакции. Что нам дает StarMaker? Улучшение дыхательного контроля. Во-первых, слухового внимания. Ребята, по-прежнему вам будет медведь на ухо наступил, это никто не может гарантировать. Может быть, вы даже начнете еще хуже слышать. Может быть. Но в любом случае каким-то образом ваше слуховое внимание будет затронуто. Как-то вот какой-то массаж произойдет, и скорее всего будут какие-то позитивные сдвиги. Затем абсолютно серьезно происходит также массаж, происходит какая-то активация эмоционального интеллекта. Вот сейчас одна из больных тем, кроме клипового мышления, у основной части народных масс, особенно молодых, какая другая беда? Не развивается эмоциональный интеллект, потому что клиповое мышление. Потому что мем, один, другой, третий, 25 мемов проскочило за 15 минут. Какой там 15 минут? За 5 минут. Вот. О какой эмоции и о каком интеллекте в этих эмоциях может идти речь? Даже об искусственном. Разрушение идет просто вот какое-то уравнивание и какой-то, в лучшем случае, розовый шум. А так мы вот как будто рисуем палочки, крючочки. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Здесь ключевой момент, что это ты лично берешь вот в свои руки корявое вот этот вот Кугельшрайбер, вот этот вот, и им царапаешь и смотришь, что там получается. И сам акт моторного вот этого действия под управлением центрального процессора головного мозга, он уже приводит
позитивным сдвигам. Мы же до конца не понимаем и никогда не поймем, как это все внутри нас устроено, как инженеры нервных путей все там хитро очень задумали. Поэтому нам доступно что? Вот такой опыт в ощущениях деда из подземелья. Я это попробовал, и мне это понравилось. Что было, вот я расскажу, допустим, когда я 3-й раз ковидом переболел, 3-й раз и не сдох. Я думал, сдохну, когда я 1-й раз болел. Но это отдельно, про ковиды это будет отдельный стрим, или я какой-то подкаст, возможно, это оформлю. Потому что я болел долго. У меня 3 недели только температура держалась. Температуру я не сбивал. Температуру меня пытают. Аркадий, нет, это враг народа. Враг народа пытается меня вывести из равновесия. Пишет мне провокационный комментарий. Это Чапаев. О Чапаеве и простоте мы не устанем никогда вспоминать. Это проходит красная линия. Это краеугольный камень. Это альфа и омега. Так вот, я рассказываю про свой опыт, как я выживал во время первого ковида. Так, просто вскользь упомяну, что думал, сдохну. Не сдох, выжил. Во 2-й раз, я надеялся, что 2-й раз не заболею. Заболел во 2-й раз, через 1,5 где-то года. 2-й раз не так тяжело было. Больше похоже было на грипп уже какой-то, да. Более или менее не было. Во всяком случае, не было жесточайшего поноса. Не было этого, как при дизентерии. Не было многих каких-то симптомов неприятных. Но я думал, что 2 случаями это ограничится. Нет, на самом деле, еще и 3-й случился эпизод. И вот во время 3-го эпизода я уже точно подумал, что это капец. Потому что столько воды в организме набралось, такой огромный живот вырос, такая слабость, такая анемия. Вот познал, что значит анемия. Когда поел и продолжает хотеть, не то, что вот не чувствуешь, что ты, вот продолжает хотеться жрать чисто механически, никакого сытости никакой не наступает. Поел и устал, все, только лежать. Поднялся, сходил в туалет, устал, в туалете уже устал, только опять лежать. И устал лежать на левом боку, не хватает сил перевернуться на спину, вот такое. И это изо дня в день. И случилось так, что 2 месяца подряд, почти вот 60 дней, я не открывал рот, чтобы просто сделать вдох на свои скромные 3,8 литра объем легких. И я понял, что это совсем плохо, это не согласуется с моими планами на дальнейшее. Но я понял, что это уже конец настолько близок, что вот он гораздо ближе, чем когда-либо. И я стал через силу пытаться петь. Вот. И где, и как, и что из этого получалось, это все отложено в дневниках и в записях. Вот. И это имело результат, это был правильный путь. Я сделал вот так, у меня это получилось. Я каждый день начал петь. И вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Все то, что я вам озвучиваю, это вот оно, это подтверждение моего личного опыта умными словами, сформулированное вдумчиво на клавиатуре при помощи прекрасных инструментов, не без помощи кремниевых друзей. Так вот, возвращаемся к критериям. Следующее у нас, значит, активация парасимпатики, снижение кортизола, я забыл сказать, что при регулярном пении, снижение кортизола. Вы попробуйте я скажу это слово, этот ебучий кортизол,
Попробуйте его снизить. Вот так вот. Вот нажми на кнопку, получишь результат. Да хрен там. Таблетку. Получишь результат. Хрен ты ее купишь. Хрен она существует. Это существует, но хрен тебе кто ее продаст. Вот. Приди в аптеку и скажи, дайте мне так рублей на 100, да побольше, лекарства от всего, и чтобы я себя хорошо почувствовал, и чтобы я помолодел, и чтобы опять все забурлило всем назло, и чтобы зубы в ряд вот так вот встали, выстроились. Вот. И чтобы опять мне запортило всем назло, и чтобы вот все, вот, что вы подумали, и чтобы пришел ко мне вот так вот Чапаев по простоте и сделал массаж, вынырнул Василий Иванович из реки Урал, нет, из реки Кубань пускай он вынырнет, в Урале он занырнул, а из Кубани он пускай выныривает. Как это так вот, по Дону он там просочился, нашел какие-то скрытые пути. В общем, снижение кортизола происходит как эффект, как результат регулярной практики пения в Стармейкере. Также тренировка диафрагмы и легких – это основа основ. Берем любую духовную традицию, там гимнастика, что гимнастика ушу, медитация тибетская – это дыхание, контроль дыхания. С этого все начинается, и этим все заканчивается. Тот самый Святой Дух, это дыхание, это основа дыхания. Тот самый Святой Дух, который вот выдохни и сиди вот так, без воздуха. Кто тебя заставляет опять неудержимо всосать в себя воздух? Вот это Святой Дух. Откровение от деда из подземелья. Где вы такое услышите, ребята? Возвращаемся к нашим критериям. Едем дальше. Физиология. Алкоголизм что дает? Ускоренное старение. Немыслимыми темпами просто начинает стареть. Утрата меди волосами. Мелатонин уничтожается как класс. Токсическое поражение органов. Ну, прежде всего печень. Печень. Почему называется печень? Почему эти слова однокоренные? Печка, пироги печь, печень. Печень печет. В печени горит все, что окисляется. Вот именно это топка. Вот поэтому печень называется. Тепло. Вот то самое тепло. Вот, доктор своей теплой рукой вот так возьмет тебя, вот так вот, пусть тебя пощупает и скажет, ага, сегодня уже лучше, уже не так, как вчера. Так вот, тепло берется в печени, всего лишь навсего. И когда организм сам себе поднимает температуру, он активирует печень, он так, на такой режим выводит форсажа этот орган. Для чего? Ну, конечно же, для того, чтобы ты пошел в аптеку и купил там пачку, вот такую, лучше 2 пачки парацетамола, и заглотил это все, и запил минеральной водичкой, допустим, да, или водой хлорированной. Ну, конечно же, не для этого. Так вот, что я вам скажу на основе своего личного опыта. И уже когда был первый ковид, я твердо знал, что температуру сбивать нельзя. Мне повезло, что где-то году в 10-11 я так капитально чем-то то ли траванулся рыбой. Хамсу очень люблю. И она без холодильника простояла где-то 1,5 или 2 суток. Она простояла. Ну, в Тузлуке я так попробовал. Вроде ничего. Там 5-6, максимум 10 рыбок было. Всего лишь на все. Но, как факт того, я траванулся. И каким образом выходил из кризиса, можно сказать, из какого-то коллапса. Я лег возле печки, настоящей печки, там вот где вот у нее заднее зеркало. Да, грубо она еще называется это. Я там лег на раскладушку. Конечно, заложил дровишек сухих, вкусных, заранее заготовленных. Хранился такой энзек дров прямо на самой печи на верхней полке. И лежал там, грелся
и положил датчик цифрового термометра себе под мышку. Вот. Ну и так поглядывал на него, пока был в сознании. 39,9 я эти цифры видел. Вот. И это отложено в зрительной памяти. Больше я ничего не видел. Я отключился. Сколько я пролежал в таком... Мало того, что моя температура поднялась, я еще от печки внешний подогрев получал. Инфракрасное излучение от печи, от настоящей, проникает примерно на 2 сантиметра вглубь тела, если открытая кожа. Что надо знать и понимать. То есть вот это вот лечебное воздействие. Практически, если ты топишь дровами печку, да, практически солнечную энергию в консервированном виде ты ее как бы расконсервируешь, разархивируешь и заново активируешь. Из ничего не происходит. Откуда-то тепло должно браться. В данном случае идет окисление того самого углерода, который в процессе жизнедеятельности растение накопило из углекислого газа под действием ультрафиолета и солнечного света, и водичку, вот оно привязывало. Вот так. В 2 словах. Теория фотосинтеза. Вот. Откуда вообще дерево строит свое тело? Древесина откуда берется? Водичка, углекислый газ. И очень немножко, в относительных долях, конечно, очень немножко минералов из почвы. Основа — это вода, углекислый газ и свет. Под действием света. Свет дает энергию для синтеза, чтобы эта реакция случилась, чтобы повязался этот углерод из углекислого газа. Повязался с остальными компонентами. Значит, дальше едем. Ускоренное старение, токсическое поражение органов. То есть печень пошла под откос. Остальные органы, они идут по цепочке. Следующим страдает сердце и мозг. Почему? Потому что при системном употреблении алкогольных напитков, ну, даже просто разовое, эпизодическое, это стресс для организма, когда происходит дегидратация, то есть отъем воды от тех тканей, которые богаты ею изначально. Прежде всего, это сердечная мышца. Ну, мышцы вообще, а сердечная — это самое первое. Вот. Потом головной мозг. Вот. Потому что сам вот этот механизм, когда жажда уже тебя заставит наконец дойти до крана и набрать себе целую литровую кружку и всадить ее как в пустую землю, в сухую землю. Вот. Это не сразу наступает этот момент, вот какой-то имеет место какой-нибудь интервал, да, лаг какой-то временной, в течение которого ты успеваешь высохнуть. Вот. Там много не надо. Токсическое поражение органов. Также желудочно-кишечный тракт, вообще поджелудочная железа, в частности, второй, третий, четвертый элементы этой системы органов, которые поражаются практически безвозвратно. Можно какую-то откатить степень разрушенной, как-то подрихтовать чуть-чуть, там подшлифовать, подкрасить. Ну, что-то может прийти заменить. Бывают специалисты, которые меняют печень. Бывают даже такие счастливчики, у которых это новая печень как-то прижилась. Хотя это такая тема. Вот один близкий друг у меня ушел в 2016 году с трансплантированной печенью. Вот так. Теперь, супротив алкоголизма, по критерию физиологии, значит, у нас идет регулярное пение в стармейкере. Что нам дает? Активация парасимпатики, снижение кортизола. Так, это я, кажется, это я повторяюсь, ребята. Что-то я не туда перескочил. Я уже читал про снижение кортизола.
и тренировка диафрагмы, это я читал. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, это сбивчивый темп, манера сбивчивый. Ничего страшного, подумайте, головой своей вы все уже там соединили, как лучше, чем искусственный интеллект. Установили ассоциативные цепочки правильные. Дед из подземелья в своем репертуаре. Петля обратной связи, друзья мои. Самая, так сказать, сермяжная в любом процессе взаимодействия чего угодно с чем угодно. Возникает петля обратной связи. Начните биться головой о стену. В данном случае тоже будет петля обратной связи. Так вот, в случае алкоголизма и наркомании у нас возникает замкнутый круг. Прием, краткий кайф, потом ломка. И чем регулярнее прием, тем более короткий промежуток кайфа, вплоть до того, что вот он сужается, он тут асимптотически приближается длительность этого кайфа к нулю. Бесконечно стремится к нулю. Казалось бы, бесконечно. Да какой там, буквально там, попробуйте трехнедельный запой. Хотя бы трехдневный запой хотя бы попробуйте для начала. Для раскачки, так сказать. А потом уже придет Василий Иванович Чапаев и сделает вам массаж. Вот. Практика. Краткий кайф, а затем ломка. А ломка, что такое ломка? Что такое это чудовищное похмелье? Я лучше вот вам скажу так. Не гонит на луга пастись овец пастух, не взгромождается на печь Емеля, и капец не так ужасен, страшный, как ужасающее похмелье. Я чуть-чуть слова поменял, вот, потому что вот на этом стриме почему-то мне не хочется употреблять резкие термины. Вот давайте попробуем просто вот, когда ведущий осознанно старается изо всех сил удержаться от того, чтобы не материться. Насколько это будет замечено алгоритмом. А этот алгоритм, ох, как умен. Причем его ассистенты стараются как бы выдать ситуацию таким образом, что нет, он не настолько умен, он не настолько, вот он как бы вот тут знает, тут понимает, а тут ничего вообще. Нет, ну ребята, ну как? Когда телефон, который ты не трогаешь двое суток, лежит просто вон там, на полочке лежит, а ты сидишь, бухаешь со своим кентом и паришься в бане, и этот кент грузит тебя конкретно своими видеозаписями, архивными программы «Вечер трудного дня», а ты ни сном, ни духом, и никогда и телевизора у тебя вообще уже 25 лет у тебя нету телевизора. А ты потом домаешь уже с этих гостей, начинаешь пользоваться телефоном, идешь в свои любимые ютубные плееры, а тебе вываливают вот эти рекомендации. Он все слышал. Так, ладно, вы скажете, что дедушка из подземелья, ты себе там голосовых помощников. Принципиально стараюсь. Это первое дело, что я отключаю. Отключить всяческого голосового, всякого окей Гугла. Ребята, про вот эту, как ее зовут, девушку, я помню, как ее зовут, но я не буду ее в эфире даже на букву А только скажу. Сказать, чтобы однажды у меня обновился Яндекс.Навигатор. Чувство фрустрации, которое я пережил вот сегодня, когда 2 раза упал стрим, это уже 3-я попытка пошла, не сравнить с тем чувством, которое я испытал, когда у меня завелась Алиса. Оказывается, у меня Алиса завелась в моем телефоне, которая и так еле как ворочал тот навигатор. Ну, Алиса. Он обновился, а по умолчанию галочку можно снять. Ну, как работает Алиса? Я сказал это имя вслух. Как она работает? Ну, вот для тех, кто просто никогда не брал на себя труд чуть-чуть задуматься, ну, люди просто бывают далекие от техники в принципе. От техники в принципе далекие. Как вот я мучился с тем, что я не знал, что
вот в этом стандарте, вот этих два стандарта на четырехконтактный, вот это штырек, вот от которого 5 проводов идет в кабеле. Я не знал, что есть два стандарта, которые отличаются лишь тем, что поменены местами земля и микрофон. Я этого не знал. И я, естественно, паял так, как я привык. Сколько я этих шпыньков 3,5 миллиметра перепаял. Это без счета. Обычные стереоштырьки. Я припаялся, все, там работа на 15 минут, если руки трясутся вот так вот. И глаза уже не фокусируют. Так я промучился 7 часов в результате. Пока я все-таки сообразил, что нужно перестать нервничать, пойти простым логическим ходом и заглянуть в документацию. Вот. И я обнаружил, о чудо, что существует два варианта. Ну, естественно, один из вариантов это фирма Apple придумала. Apple. Телефон 2 дня лежал на полке, заскучал, повел тебя в баню, там сделал мне ассист. Да, вот вы меня раскалываете. Реальная история. Вот реальная история. Гарантированно телефон не трогал, потому что не в состоянии я был его трогать. Я даже забыл, где он находится. Вот. Потом уже, конечно, когда вспомнил, через там, сколько там, 1,5-2 суток прошло. Потом уже вон он лежит, все на видном месте, естественно. Вот так. Но сам факт того, что это надо же знать Серегу барабанщика. Надо же знать, что как Серега баньку топит. Как Серега мы тогда гужбанили. Как мы тогда, это был 19-й год, я, во-первых, с собой привез что-то. Что-то. Так у него еще был коньяк, вино было. Я не помню, что я... Наверное, я спирт Сашкин привез. Искандеровский самогон. В общем, еще грибы я привез и рыбы наловил. Грибов насобирал самостоятельно. Дикие шампиньоны вкуснейшие. Сейчас будет полный рот слюны, ребята. А мне кушать не на что. Просто не на что кушать. Вот не на что. У меня 2 пачки осталось по 800 грамм. Что это? Берримор овсянка сыр. Это овсяные хлопья. Вот. Я вот 2 сутки только на них живу. Сбербанк, смех смехом, Сбербанк заблокировал мне кредитную карточку черную. Вот. За просрочку я просрочил, какой сегодня день недели? Вторник, получается, что 5,2, 7,2, 9 дней просрочка. Заблокировал позавчера. За 6 дней просрочки он мне заблокировал. Так что эти продукты купить не могу. Есть еще дебетовая карточка. Вот она указана на экране. Туда можно поставить. Хотя бы 100 рублей поставьте. Я куплю как буханку хлеба. Сырок не буду покупать. Я хлеб вообще не покупаю. Я покупаю манную крупу. Муку блинную. Вот, тихорецкая. Вот она хорошая. Качественная при своей цене. И... я делаю лепешку, вот, когда есть яйца. Но эту лепешку можно сделать из муки, даже если нет яиц. Вот. Хотя бы какая-то капелька масла пусть будет. Но если уж совсем без масла, лепешка на воде, такое тоже допустимо. Это тоже можно приготовить. Тогда хотя бы соль, чтобы была. Но если без соли, она будет очень пресная, ребят. Вот. Вода и мука уже, в принципе, это можно класть на сковородку, уже оно как-то припечется, как-то что-то. Во всяком случае, это будет съедобно. Я уже так делал. Вот. Вернемся к нашему раскладу по критериям. Последним идет петля обратной связи. Вот. Что дает алкоголизм? Замкнутый круг, прием, краткий кайф, ломка. Что дает стармейкер? Практика, удовольствие, рост мастерства и социальное признание. Вот с любого ты уровня начни. Вот это вот как вот начать тренировать коллегу, который в аварию попал, да, который сел на инвалидное кресло. Вот если ты будешь ему говорить, да ты, коллега, ты бедолага, ты уже все там, крути педали, пока не дали. Вот. Он никогда не встанет и не пойдет. Пусть он сделал какой-то, он нечаянно пукнул. Это уже хорошо, это уже достижение.
главная мотивация, вот она есть, все, да он через полгода уже бегать в футбол будет играть. Допустим, предположим. Ну сколько таких случаев? Вспомним, как Юрий Власов сам себя, как Мюнхгаузен, поднял за волосы, он через травму позвоночника свою, в кого он превратился? Мистер Олимпия. Кто не знает, может быть, Юрий Власов это кумир Арнольда Шварценеггера, без всяких шуток. Арнольд учился, он уже книгу успел написать на тот момент. Я не помню название книги. Загуглите, пожалуйста. Пусть алгоритм подскажет. Пусть он даст рекомендации на интервью Арнольда Шварценеггера. I'll be back. Вот. Пусть даст что-нибудь по этой теме. Я уверен в том, что он это все слышит, все понимает, и вот тут откладывает, вот здесь что-то решает, а вот тут вот по секрету хранит и никому не скажет. Ну мы-то знаем. И так нам не надо ничего говорить. Практика, удовольствие, рост мастерства и социальное признание. Поэтому вот здесь я добавлю от себятушки такой вот красочной, красноречивой. Я никогда бы, теперь я лично для себя это понял. Я поглядываю, не кончился ли микрофон. 52 минуты, надо его передернуть без массажа, чтобы он новый час открыл нам сессию. Так вот, лично подтверждаю, если бы не StarMaker, в данном случае StarMaker, ну любая другая зависимость, ну что, допустим, я бы на что-то перелез бы, на что-то более тяжелое, допустим, так бы и случилось, наверное, если к этому был бы доступ, если бы был бы как бы уровень, да, если был бы как бы тот социальный пейзаж, расклад, как это вот бывает у людей высокого полета, как они страдают и мучаются. Я при помощи StarMaker слез с бухнины. Вот, как бы это ни звучало, это реальность моя. Это я рассказываю про свой личный опыт, как это получилось у меня. При моем уровне изначальном кортизола, при моем уровне всех вот этих вот чувств принадлежности или потерянности, вот это все. У каждого своя личная гамма, у каждого своя собственная беда и свое собственное биде, в котором познается Василий Иванович. Вдруг он или вдруг. Понимаете, как это было? У меня возникла такая комбинация ситуаций, что я принимал решение, как двигаться дальше. Мне очень сильно помог StarMaker. Кому-то помог велосипед. У меня нет велосипеда. Пришлите мне хороший донат. Я буду посвящать вам 512 выпусков прямого эфира. И для вас сочиню целый альбом песен. И спою его реально как смогу. Пришлите мне донат на хороший велосипед, чтобы он выдерживал мои 120 килограмм. Сейчас их реально 130. То есть это получается, что если так вот какой-нибудь злой комментатор появится и скажет мне, что ты со своими 130 и в баню не ходи, и магазин тебе не нужен, можешь не просто на одном этом овсяных хлопьях, на одной водичке продержать. Да, это правда. На одной водичке я могу сидеть дней 40, вообще, можно сказать, без какого-либо ущерба. Ну, относительно. На самом деле, крайне желательно кушать каждый день и особенно завтракать. Так вот, StarMaker лично мне помог. Я пришел к этому пониманию и укрепился в этом понимании. И вот я уже на этой привычке, на этой зависимости, я 3-й год, ровно, значит, 23-й полный, 24-й полный, 5-й месяц 3-го года, и я этим доволен. Я этим просто доволен. Вот.
Я рад, что так все получилось. Я себе представить не могу, даже если бы я все это время просто... Нет, если бы я так бы бухал бы, как к такому я, к какому темпу я пришел по крепости, я же пришел к собственному производству, к собственному самогоноварению. У меня собственный дистиллятор. Вот, я свой продукт выгонял. Мое почтение. Да ты что, эликсир. Только не бессмертие, а эликсир ускоренного старения. Это эликсир смерти на самом деле. Вот. Все хорошо. Если ты решил максимально ускориться в своем, скажем так, жизненном пути, вперед. Бухни, делай бухло сам его употребляй, это и побольше, и почаще. Вот. И гарантирован результат. Уйдешь красиво. А я еще решил побарахтаться. Так вот, долгосрочные эффекты от StarMaker подобных практик. Четкий, четкий антидепрессивный эффект. Чекните карту, идите за яичком. Фраг народа. У меня вот сейчас посмотрите, мне камера не фокусирует, вот посмотрите сюда, вот гляньте вот сюда, вот, видите, вот, смотрите, гусиная кожа, просто мурашки просто по всему телу от того, насколько я вам признателен. Посмотрите, что вы творите. Вот, посмотрите, вот, натурально. Это реакция, которую просто невозможно подделать никаким образом. Ох. Дорогой мой человек, конечно же, я пойду и куплю яичко. Так вот, я хотя бы дочитал, это примерно 1/3 дочитали того, что я приготовил для глубоко уважаемого Гниса. Долгосрочные эффекты, StarMaker подобных практик. Антидепрессивный эффект за счет сочетания именно работает в комплексе. Ритмичное дыхание, как в медитации, серотонин, гармонизация с другими. Это вот самое сложное, самое то, что, чему вообще научить невозможно человека. Ну вот ты бросил ты своего Бродского, оставил его в туалете, вышел таки ты из комнаты и пошел ты социализировать. Здравствуйте, здравствуйте, до свидания, блядь, а все равно здравствуйте. Понимаете? От одной бороденки другой взрослой бороде. Это вот по-нашему, по-бразильски. Эх, по-нашему, по-бразильски. Вот сейчас, эх, по-нашему, да по-бразильски. Вот это такой звук, когда ты забыл вытащить медиатор между струн. Вот у нас, я даже хот-кей такой специально сделал, чтобы музыку выключать. О, глобальный хот-кей для плеера Фубар. Кстати, всем рекомендую. Фудбар такой. Фубар, фу. Замечательному и глубоко уважаемому фрагу народа посвящались эти два аккорда. Есть алкоголизм. Это у нас что, как короткое замыкание системы вознаграждения? Получаем кайф моментально. Вот так вот, моментально. То StarMaker это тренировка системы вознаграждения. И через познание вот этого шаблона тренировочного, как бы вот, мы начинаем его реплицировать.
Вот он, звук-то пропал. И никто ж мне не скажет, что звук пропал вообще. 12:47, ну 3 минуты. Ну, если и пропадал звук, да он точно пропадал. Но я надеюсь, что ненадолго. Именно звук микрофона пропадал. Короче говоря, в магазин прихожу, а там уже до закрытия совсем чуть-чуть. Я обращаюсь, со спины видно, что человек в униформе. Я обращаюсь, здравствуйте, поворачивается, бородач. Сразу какая реакция? Ха-ха, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, тут бытовых паяльников где у вас? Говорит, буквально вот он. Вот, прямо вот так пальцем показывает. Вот так вот. То есть бородача поддержал хохоча. В таком случае я засниму. Ой, аж морда красная стала. Вот прилив крови сразу, эндорфины, окситоцин, вот это все. Вот она социализация в действии, когда друг спас друга. Друзья мои, вот это все буквально в прямом эфире у деда из подземелья. Антидепрессивный эффект, значит, достижения, пройденные уровни. За что мы любим игры? Почему на них тоже момент привязанности, зависимости. Источник дофамин, то есть механизм добычи дофамина. Мы проходим уровни, у нас дофамин приходит в определенную норму, в ту самую необходимую. Без дофамина мы не жильцы на этом свете. Вот. А тут вот получается динамичная практика, когда ты через гармонизацию установления социальных связей получаешь окситоцин, проходишь определенный уровень, звездочки, там, фишечки, всевозможные вкусняшки, там всего этого полно. Там, естественно, и за деньги это можно прикупать. А все, сейчас звук вернулся. Вот, все, вернулся. Это я просквозил, да. Каждый час. Короче, это бесплатная версия вот этой программы, которая делает кастинг с микрофона телефонного в сетку. Она имеет ограничение на 1 час. Таким образом, они так мягко подталкивают пользователя к тому, чтобы им забашлить. Вот это хорошая схема. Но 1 час это все-таки нормально. Но для стрима это час это очень легко потерять. Я специально его держу перед глазами, отслеживаю, чтобы этот момент не прощелкать. Ну вот все-таки прощелкал, уж слишком вы меня растрогали, просто вы меня поразили. Самое сердце. Так вот, значит, что у нас дальше? Нейропластичность у нас улучшается. Нейропластичность. Очень емкий термин. Вот, конечно же, звук есть. Это регулярное пение улучшает межполушарные связи. Вот что такое нейропластичность. Вот самое ценное. Межполушарные связи. Обработка мелодии плюс текста плюс эмоций. То есть важна сама попытка, сама мотивация того, что ты вот вдруг ни с того ни с сего начинаешь корячиться, начинаешь из кожи вон лезть, начинаешь что-то там морды корчить, начинаешь как-то там у тебя скулы сводит в этих конвульсиях какого-то странного экстаза. Это все очень хорошо. Это эмоции. Вот они пошли, те эмоции. Вот она пошла та потуга твоя. Что-то из себя выдавить, выродить или исторгнуть, изрыгнуть каким-либо образом. Вот именно это важно. Этот процесс, вот это установление межполушарных связей. Мы страдаем от того, что его утрачивают. Именно клиповость сознания откуда берется. Потому что нету связи между полушариями. Правая сторона, вот очень хорошо у Станислава Лема эта ситуация описана в романе «Мир на земле». Там главный герой случайно угодил под действие сверхсекретного оружия. Ему, короче, лазером так попало по голове, что
одно полушарие очень технично отделилось от другого без повреждения прочих систем и органов. Вот. И он был во всем человеком, полноценным членом общества, кроме того, что вот просто был поделен пополам и через это испытывал невероятное приключение. Об этом мастерски написано у нашего гениальнейшего Станислава. Я, кстати, крайне вам рекомендую, крайне отсылаю. И я даже не хочу раскрывать заранее, ну, сделать такой легкий анонс, что будет, я приготовил уже, запланировал контент-план, набросал в самых таких жирных бульбах. Вот. Там будут произведения Станислава Лема. В частности, эпопея «Звездные дневники» Июна Тихого. Вот. Объявляю ответственно, чтобы уже не иметь никакой возможности срулить с данного вектора. Вот нейропластичность, значит, восстанавливается межполушарие, они стимулируются во всяком случае. Как бы хотя бы стремиться друг к другу начинать, хотя бы задумываться о том, а может быть не одна правая только половинка, может есть еще какая-нибудь другая, а может быть, слушайте, Земля не шар, может быть она и вправду плоская. Вот лично ты когда-нибудь видел, а? Вот взял бы вот этот вот шар, вот так, что ты видел? Что ты видел? Ну тебе показали, по телевизору ты видел, у тебя телевизор плоский. Начнем с того. Ну хорошо, но у тебя может быть выгнутым. Может быть ты себе всю комнату сделал сферической и оклеил ее телевизорами. И поэтому Земля стала шарообразной. Ты видел репортаж, прямое включение с орбиты. Да, из центра управления. Хьюстон, у нас проблема. Да, из центра... Центр управления полетом имени Сергея Павловича Королева, да, вот они там показывают, как у них там, они вот так делают, микрофоны у них такие вот, да, у них там хватает микрофонов, не то, что у деда из подземелья. Они там не курят, попробуй закури, они там водички вот такими вот фокусы нам показывают. Все эти фокусы можно снимать в так называемой летающей лаборатории, там, где эту настоящую невесомость моделируют. Просто самолет некоторое время падает, грубо говоря, там на сколько-то секунд, десятков секунд. Ну хорошо, я не помню точно, не помню, загуглите, пожалуйста. Я потом пойду сам, мне любопытно, сколько же секунд невесомости реально в этой летающей лаборатории. У которой там 3 теннисных корта на борту, 2 бассейна, одно футбольное поле, и со всей вот этой вот херней она еще взлетает. Представьте себе. Так вот мы возвращаемся к нашему серьезному контексту. Это самая нейропластичность, то есть тренировка межполушарных связей, это крайне полезно для профилактики возрастных когнитивных нарушений. Чего мы больше всего боимся в этой жизни? Конечно, смерти. Кто не боится смерти? Вот ты, ах вы, напишите мне об этом в комментарии, напишите, я не боюсь смерти. Вот на самом деле все донаты будут вам предназначены. Хотя на самом деле, если вы не боитесь смерти, то и донаты вам не нужны. Если вы не боитесь смерти. А что вы вообще в этой жизни забыли тогда? Что вы вообще делаете конкретно на стриме Деда из подземелья, если вы не боитесь смерти? Я боюсь смерти. Я еще не научился относиться к смерти так, как к этому пришла на закате своих дней моя бабушка. Сохранилось видео 10-летней давности, где она лежит в больнице, я его опубликую. Для тех, кому интересно, кому любопытно, а там есть любопытные моменты. Там то ли 3, то ли даже 5 минут, всего лишь навсего. Маленький кусочек записан на телефон. Я не знаю, хватит ли у меня сил самому это смотреть после публикации. Но вы посмотрите. Аркадий Николаевич, вы посмотрите. Вам будет любопытно. Вот. Посмотреть на мою бабусю. Так вот, достигнуть той... Она на закате, она мне оставила завещание, чтобы я не вздумал горевать по поводу ее ухода. Не вздумал, чтобы. Я не знал, как
вообще думать на эту тему. И она мне подсказала решение. А в чатике у нас в прямом эфире для Снегири. Сдается мне, господа, что это будет вторым суперхитом на канале, может на гитаре или в Стармейкере. Ну, на гитаре, во-первых, Розенбаум, дорогие друзья, Розенбаум Александр Яковлевич является моим кумиром. Это многие не отдают отчета, что Розенбаум это джазмен, причем очень редкой школы вот этого вот гитарного строя Open G. Вот, ребята, и там такая работа именно, и все у него нету простых ритмических рисунков у Розенбаума. Поэтому, конечно же, сейчас я в прямом эфире, я включаю Star Maker, безусловно. Я приготовил, знаете, что бэкап, ну, вот этот вот не просто так висит. Это второй микрофон на случай, если вдруг что-то. Вот он проверяем. Раз, два, три. О, вот он подключен. Раз. Все слышно. Вот я стучу по нему. Он будет бэкапом на тот случай, если обломается вот эта трансляция. Потому что как она себя поведет вместе с приложением StarMaker. StarMaker же заберет микрофон. Но в любом случае я могу... Да, в любом случае вы будете видеть и слышать. И в любом случае сама запись будет опубликована отдельным видео. И это уже для вас от души в душу. Хотя я постараюсь, конечно же, не стараться. Самое главное, когда ты хочешь действительно какой-то получить результат, самое главное найти такую позицию психическую, чтобы не стараться, чтобы сделать это все. Я же когда я курю, допустим, я не стараюсь, я вообще не стараюсь. Это как попало, допустим. Я уже второй час пытаюсь закурить, и все никак я не дохожу до того, чтобы чиркнуть. Ребята, я настолько поглощен общением с вами, и вот само полотно, вот это вот канва, которая возникает во время эфира, это такой, она настолько увлекательная, настолько захватывающая, настолько всеобъемлющая, и это невозможно было предположить, вот лично мне, пока сам не попробовал этот опыт. Это вот, знаете, это как секс, как секс с живым человеком. Никогда это не можешь себе, сколько бы ты, может пересмотреть там 500 гигабайт этой порнухи, и услышать рассказы очевидцев, но до тех пор, пока сам не попробовал этот вкус апельсина, ты не познаешь. Снегири Розенбаума. Вот. Это все здесь очень быстро ищется, находится. Розенбаум, Снегири. Я вообще даже такую песню и не помню у него, честно говоря. Вот я такой фанат, что я такой песни не помню. Ну, сейчас, тем более, это вызов, это челлендж, а мы очень любим вызовы, и алгоритм Ютуба очень любит все возможные споры, он любит дискуссии, он страшно не любит, когда идет одно сплошное, ай, какой вы замечательный, да ты вообще молодец, да ты красавчик. Вот оно пошло, черный тюльпан, вечерняя, вот оно пошло, да, ну, видно, не видно, вот все видно, я знаю, что все видно, вот так вот. Кошки, Сусуманская, упереться, не сломиться, камикадзе, все дела. Вот сейчас мы найдем черный тюльпан. Ой, найдем Снегири. Вот, заволновался. Все, сейчас убирается волнение. Так вот, самое главное, еще добавлю туда в кучку, вот к этим всем моментам, перечисленным мною, еще навык бороться. Это выброс, чего у нас выбор? Адреналина, конечно. Навык бороться с всплеском адреналина приобретается. Вот это вот, допустим, если я раньше, там капелька адреналина, все, я уже весь мокрый, насквозь. Постепенно, с годами научаешься, приспосабливаешься более-менее балансировать. Розенбаум. Розенбаум. Снегири. Я Снегири помню песню у Юрия Александровича Антонова.
Вот такая песня. У него точно есть. Да, есть Розенбаум Снегири. Вот. Да кто, у кого только их нету. Даже у Иванушки это понятно, International. Про Трофима мы вообще молчим. Вот. У кого их только нету. Вот Снегири Розенбаум. Шансончик типа того. Так, вот. Ну, все нашлось, все грузится, все открывается, все окей. Вот. Это альбом Метафизика. Ох, какой саксофон здесь, какой прекрасный. Прекрасный ресторан. Значит, отлично. Вот, тем цене, я не знаю, вы сейчас, я не вижу, сколько вас, если вообще народ. Просто не вижу. Ну, не буду даже отвлекаться и не буду... А вдруг вас и правда там есть больше, чем 2 человека? Ну, окей. Тем интереснее. Все, эту песню я его не слышал даже раньше ни разу. Она мне говорит, дай мне хоть какие-то. Сделаем вот так вот. Я как будто предусмотрел в эту ситуацию, видите? Так вот. Звук есть? Есть, звук есть, потрясающе. Звук есть. Как будто ее предусмотрел. А, это не те. Ну, предусмотрел, но просто не те взял. Вот они, вот эти с микрофоном. Загрузим телефон уже по полной получается. Испытаем. Вот это сейчас будет супер-мега конфигурация, ребята. Я такой конфигурации даже и не воображал в своем больном мозгу. Вот. Это тоже JBL. Вот. Вкладыши. Крайне рекомендую. Я запал вот именно на этого бренда по звуку. Вот. Вкладыши хорошие. Все в порядке или не в порядке? Или не очень? Все в порядке. JBL. Крайне рекомендую. О, все в порядке. Просто бывает волосы в ухо попадают. Вот так вот. Поэтому мне пел, нашептывал начальник. Мне пел, нашептывал начальник из капец. Ну вот это вот сейчас придется мне импровизировать на ходу и следить за тем, чтобы неожиданно звук не пропал. На всякий пожарный. Так, еще раз. Где наш бэкап? Бэкап работает. Запасной микрофон. Вот такой. Если что, я выведу вот этот движок. Просто на нем звук на нем плохой. Вот, относительно вот этого. Поэтому он бэкап. Если пропадет этот, я буду, значит, вот так вот смотреть туда боковым взглядом. Я тогда переключусь сюда. И сыскной, мол, заложи из всех, зачем ты воду мутишь? Ну, сейчас исполню. Все, вот, текст уже передо мной. Вот оно, перед глазами. Ну, поехали. Поехали. И звук, естественно... Нет, звук не пропал звук. Вам все туда пошло, все, что я слышу. Все, я понял. Все, я понял, что нужно делать. Нужно делать вот так. Вот сейчас как раз именно здесь бэкап. А здесь можно чуть-чуть сделать, и будет слышно аккомпанемент. Совершенно, да? Или нет? Нет. Ну, вон он что, Михалыч. Это, оказывается, этот... Все ясно, все ясно. Все ясно. Ну, все. Я сообразил, сейчас включаем, как надо будет. Вылез можно чуть-чуть вот так вот. Тут вот так вот. Вот это у меня... You put me to the test. Вот это на тест поставил. Конечно, вот только самые близкие люди могут подвергнуть тебя в этой жизни. Такой тестированный, уже мокрый затылок. Вот, мокрый уже. Приготовился, только полотенце не взял.
Мне пел нашептывал начальник сыскной, мол, заложи всех, зачем ты воду мутишь? Скажи, кто в опера стрелял, и ты сухой? Не то ты сам себя на полную раскрутишь, а за окном аллеи снегири, и за решеткой и серебрится. Ну а сегодня не увижу я зари. Сегодня я в последний раз побрился, а за окном аллеи снегири, и за решеткой и серебрится. Ну а сегодня не увижу я зари. Сегодня я последний раз побрился, а на суде я брал все на себя. Откуда ж знать им, как все это было? Я в хате был, и не было меня. Когда мента Натаха умочила, и будет завтра ручеек журчать другим, и зайчик солнечный согреет стены снова. Ну а сегодня скрипнут сапоги, и сталью лязгнут крепкие засовы, и будет завтра ручеек журчать другим, и зайчик солнечный согреет стены снова. Ну а сегодня скрипнут сапоги, и сталью лязгнут крепкие засовы. А на свидание, руки разбросав, как чайка крылья, старенькая мама меня молила, падая в слезах, чтоб я сказал им все, но я упрямый. Ах, мама, мама, ты мой адвокат. Любовь не бросить мордой снег апрельский. Сегодня выведут на темный двор солдат, и старшина скомандует им: целься! Ах, мама, мама, ты мой адвокат. Любовь не бросит снег мордой апрельский. Сегодня выведут на темный двор солдат, и старшина скомандует им: целься! А за окном буянила весна, и воронок меня из зала уводили. И я услышал, как вскрикнула она: Алеша, не забуду до могилы. И будет завтра ручеек журчать другим, и зайчик солнечный согреет стены снова. Ну а сегодня скрипнут сапоги, и сталью лязгнут крепкие засовы. И будет завтра ручеек журчать другим, и зайчик солнечный согреет стены снова. Ну а сегодня скрипнут сапоги, и сталью лязгнут крепкие засовы. Я в шоке, я в шоке. Теперь что я точно закурю. Я в шоке. Это от этой песни, то, что само по себе от этой песни, само по себе еще от того, что я ее не знал. Я вот теперь реально не просто мокрый воротник, у меня теперь уже и спина мокрая, все мокрое. За аккомпанемента нет, и не могло вам быть туда аккомпанемента, я пока не разобрался. Это нужно какой-то высший пилотаж осуществить. Пилотаж более высокого порядка, чтобы еще аккомпанемент научиться туда выводить. Это все легко и непринужденно делается за имением какого-нибудь Behringer, вот, с дополнительными входами. Тут просто нету входа у меня в этом компьютере никакого, только один джек на 3,5 мм и все. Обязателен внешний аудиоинтерфейс, обязателен просто без каких-либо вариантов. При
Любой. Это же только... Я вот забыл, что... Я же искал, я не мог найти, я потерял сигарету, я держу ее в руках, я просто потерял и новую достал. Вот так вот, друзья мои, вот так. Я не сообразил, ну, короче, видео было отсюда, а звук оттуда, и выложу, звук прикреплю, выложу отдельным роликом. Спасибо за эту песню, это невероятная вещь, невероятная вещь. Тут что-либо комментировать. Я скажу вам так, по-настоящему, вот лично, что вот на стриме «Деда из подземелья», что интересно, когда я говорю за себя, я репортер, я свидетельствую, я видел вот это было вот так, я делал вот так, и оно было вот так, и я это от себя говорю, что со мной было вот так. Этому учил, знаете кто? Сергей Леонидович Доренко. Это альфа и омега репортера. И ты говоришь про то, что ты видел, где ты был. И тогда у тебя успех. Так вот, я для себя открыл, меня первый раз протрясло, и вот так вот просто вот током ударило, когда я услышал Розенбаума, как он есть. Это случилось, ну, может быть, в 2008 году, ну, когда вот я заселился туда на дачу, стал жить в лесу, и пошел чистить свой жесткий диск, да, чтобы туда побольше порнухи влезало. И стал чистить, что у меня тут библиотека, тут у меня MP3, и что там, естественно, дискография. Так вот, я не удалил дискографию Михаила Круга. Ну хорошо, думаю, ну сейчас Разъебаев-то уж точно пойдет под косу. Вот так, моментально. Ну, прежде чем я включил и начал слушать. Вот, и, ну что сказать, просто, что было полотенце было мокрое, это ничего не сказать. Вот. И с тех пор совершенно другими глазами и другими ушами это я слушаю. Крутейший вообще человечище Александр Яковлевич. Наикрутейший. И вот с годами, когда вот ты какие-то собственные, да, вот как говорил Доренко, когда у тебя седые глаза, вот, становятся, глаза седыми становятся, начинаешь эти вещи понимать, прорубать. Зря я все испортил. Вы ничего не испортили, вы большой молодец. Я вам чрезвычайно. Нет, чрезмерно не может быть. На канале Деда из подземелья чрезмерно не может быть. Искренность не бывает чрезмерной. Она бывает чрезвычайной. Она чрезвычайно может быть, потому что она неожиданна. Ты никогда не можешь заранее предсказать, как бы ты что-то ты не подробно планировал, расписывал. Всегда какой-то вылезет... Готлобер, новый термин от Деда из подземелья, всегда какое-то шило из мешка будет торчать. Причем шило внезапное и неожиданное. Вот так, не путать одно с другим. По этому случаю в немецком языке есть одно очень вкусное слово plötzlich. Plötzlich. Внезапно. Вот такой plötzlich будет у тебя торчать в самом неудобном месте, как камушек в туфле. И вот вы мне задали такое. Я, конечно, вам в ответ взаимно признателен за такие. Что значит вот без подсказки? Что значит вот как когда-то вот вы помните, вы взяли меня буквально за шкирятник. Все, харе уже тут тренироваться, харе гитару настраивать. Айда уже, надо идти денежку сшибать. Вот так именно вы и сказали. А а что это было за время года? Вот вы помните время года? Это было, я помню, это был сентябрь. Это такие сентябрьские деньки стояли золотые, такие просто... Это уже не лето, еще не осень, это еще... нам с вами 19
19 и 21 это вот только сказать, эти цифры, вот просто вот не надо класть сахар в чай, вот скажите 19 и 21 и уже сразу сладко во рту становится. Вот так вот за шкирятник и потащили. А то бы я бы, это еще хорошо, что я сутки не спал накануне, ну негде было там спать. Вот. Поэтому одно на другое наложилось, и потому получился такой выход в народ. Сейчас уже, конечно, возвращаясь к нашему контексту, более, скажем так, более локальному, более компактному, сейчас уже той трясучки нету. Сейчас уже прагматизм, сейчас уже у меня, я думаю о том, как бы, чтобы прям, чтобы именно в плане, в рабочем порядке, чтобы вот там по репертуару, чтобы вот именно как вот то-то, как вот, может быть, кого-то я с собой возьму, кто хотя бы будет мне чисто составлять. Я хочу же еще это, чтобы была трансляция. Трансляцию придется делать по телефону. Вот. Телефон это делает все отлично. Я это уже даже делал. Кое-какой такой 2 или 3 раза я делал трансляцию в 2016 году. Был такой ливень. Если вы помните, страшный ливеняка такой длительный. Больше чем сутки у нас тут шел дождь, когда Туапсе поплыло. Короче, все туда. Был такой опыт. И может быть даже этот стрим, как ретро-пост я сделаю. Может быть там какие-то... Вот я орать начал, капец. Вот это да. Что значит? Вот, пожалуйста, просто-напросто пошла кровь по определенному круговороту, да, прилив крови к диафрагме. Вот она, прокачка пошла, вот она, объем легких. И говорим, а это основа здоровья. Вот, заставь больного человека просто дышать, хотя бы через силу. И он даже, если он не хочет, он начнет оздоравливаться. У него просто... Если хотя бы хоть какая-то функция переноса кислорода в эритроцитах присутствует, он потихонечку начнет цепляться за жизнь, он скажет, принеси мне там какое-нибудь яблочко, да, так, чтобы железо там в нем было, какую-нибудь там сухофрукту мне вот подай, а подать сюда Ляпкина-Тяпкина. Вот, то есть какой-то росточек начнет пробиваться к жизни. Задумайтесь о том, что сама по себе вот жизненная сила, это такая непостижимая вещь, что вот как может хрупкий росточек продавить асфальт оттуда снизу, что вот он вздувается вот такими вот выпуклостями, и он таки трескается, и оттуда прорастают. Это не просто какая-то для красного словца поэтическая форма, прорастают цветы сквозь асфальт. Это в буквальном смысле так оно и происходит. Просто в последнее время таких мест заповедных, где был бы асфальт и через него что-то бы проросло, мы не наблюдаем. Потому что вот эти железобетонные джунгли, они заполонили всю планету. Итак, мы попытаемся с вами вернуться для того, чтобы завершить контекст повествования о том, как эти медитативные динамичные практики под названием StarMaker благотворно. Благотворительно это тоже хорошо, это донаты. Не забываем донатить. Вот, социальный иммунитет. Вот, такое словосочетание, такая вкусная фишка, знаете, такая вот загогулина, социальный иммунитет. Снижение риска депрессии за счет мягкой зависимости от группы. То есть, где пользователь чувствует ценность своего вклада, в отличие от одинокого запоя. Опять-таки, постоянно мы противопоставляем, что деструктивную зависимость от привычки употреблять крепкие напитки, как минимум. Так вот, идет социальный иммунитет. Допустим, какой-то трамвайный хам, это может быть даже контролер или кондуктор, который скажет, давай, ты уже плати, давай, скотина. Вот, передавай там, прокомпостировать и так далее. Чтоб это тебя не задевало, да пожалуйста, вот, пожалуйста, вот моя шляпа, можете ее прокомпостировать.
То есть вот этот социальный иммунитет, чтобы никто тебя не выбил из колеи какой-нибудь такой, потому что иной раз бывает так вот, сорвешься и невзначай заденешь локтем кому-нибудь прямо в ухо. Вот. Упал человек, ударил, понимаете, какая вот цепочка, как говорится, наступил на бабочку, эффект бабочки. Так вот, социальный иммунитет, он прокачивается. И вот отсюда можно сделать такой вывод промежуточный. Если алкоголизм — это короткое замыкание системы вознаграждения, то StarMaker — это ее тренировка. Однако есть и риски. У предрасположенных впадать в зависимость людей возможно гиперфокусировка на виртуальном статусе. Это аналог гейминговой аддикции, пристрастие к играм. Но в целом это ближе к здоровой привычке, это что-то вроде спорта или групповой терапии. Я это целиком полностью подтверждаю. Это гиперфокусировка, огромный есть риск. И эта гиперфокусировка доходит до такой степени, что не хочу сильно размазывать кашу по тарелке и растекаться мыслями по древу. Скажу емко, коротко и предельно. Из-за привычки, привязанности и зависимости к StarMaker от StarMaker меня просто-напросто выгнала из своей квартиры моя бывшая дама сердца. И дай бог ей здоровья, и пусть она цветет и пахнет. Это произошло в сентябре месяце 23 года. Вот так, буквальным образом показала мне на дверь. И я собрал свои манатки, 5 или 7 черных пакетов из-под мусора, черный системный блок и 2 черных монитора. И даже мышка моя тоже черная. Вот эта мышка, она ей в глаза светила ночью. И она еще очень громко щелкала. Очень громко щелкала. Вот так. Это официальные были причины. Но StarMaker, конечно же, это причина номер 1. Потому что там ставят сердечки, там ставят звездочки. И я там тоже ставлю сердечки и тоже звездочки. Так что вот так вот все. Вот здесь вот оно все сошлось. Как говорится, вина доказана автоматически. Аутодафе. Так что есть такой риск, особенно у людей, предрасположенных впадать, залипательных вот людей, вот как вот таких, знаете, прилипчивых, влюбчивых, не дай бог. Там среда виртуальная, но страсти реальные более чем. Вот. И головы летят, и кровушка льется. Так что еще раз хочу сформулировать. StarMaker — это мощный когнитивно-социальный тренажер, но с элементами виртуальной драмы, плавно переходящей в драму реальную. И страсти кипят, как в реальной жизни. Едем дальше. Языки и когнитивная гибкость. Теперь коснемся, плавно подходим к теме иностранных языков. Вот. Зачем они здесь вообще нужны, когда у нас есть... Хорошо, Александр Яковлевич, у нас есть Владимир Семенович, у нас есть Марк Бернес. Между прочим, Марк Бернес, какие песни? Это глыба, глыба-глыби. У нас есть Муслим Магомаев, когда у нас есть Кобзон Иосиф, наш прекраснейший, Иосиф Давыдович. Между прочим, без тени сомнений, о Господи, без тени у какого-либо, знаете, упрека, это глыба. Кобзон — это наш Фрэнк Синатра. Хотя временами даже кажется, что и Синатра бы отдохнул рядом с Давыдовичем. Но Синатра силен, особенно в молодые годы. Мало кто знает, да, его молодую дискографию. Эх, мощный стимул к изучению языков. Допустим, вот пение на корейском, испанском или английском — это активация слуховой и речевой коры, плюс импринтинг фраз через мелодию, как у детей. Берем такие вот языки. Я, конечно, не пошел в корейский, в испанский тоже я не пошел. Хотя вот я выбирал между испанским и чем-нибудь еще. Я выбрал итальянский. И я не жалею об этом. Я не прогадал. Итальянский язык, чем больше я его узнаю, чем дольше я им занимаюсь каждый день, каждый божий день. Я уже запланировал, что
будут маленькие стримы по полчасика, где я учу итальянский при помощи приложения Duolingo. Ну, это может быть не лучший вариант, но самое главное, что у меня есть живые контакты на WhatsApp. И каждый божий день я вынужден проламывать эту самую слуховую кору в попытках понять, что же она там мне налялякала. Вот. Итальянский язык, ребята, это может сложиться такое ошибочное поверхностное мнение, что там вот пронто, шмонто, аморе, перке и, как говорится, инсьема, и все. Вот. Мама мия, как говорится, приехали, и все понятно. Нет, это чрезвычайно сложный, один из самых сложных языков. То, что он происходит по тонком латыни, ну, только добавит масла в этот огонек, в этот костерчик такой обманчивый, что он такой легкий. Нет, он не легкий, он требует огромного труда. Но этот труд настолько он благодарный. Потом, когда ты одну единственную песню Челентано, ты хотя бы начнешь понимать, о чем речь. Почему, что это вообще? Ti penso e cambia il mondo. Ti penso e cambia il mondo. Эта фраза означает: я думаю о тебе и меняю мир. Se il mondo sto con te. Если в этом мире существуешь ты. Se il mondo sto con te. Существует вместе с тобой. Это настолько обогащает просто вот тебя, как бы раскрывает внутри тебя, делает распаковку, какое-то разархивирование, достает такие ресурсы, о которых ты просто не подозревал. Вот. Зачем это нужно? Конечно, ты никогда не станешь говорить как с тосканским акцентом, и этот тосканский диалект ты не освоишь. Ты будешь продолжать все время со своим этим краснодарским, в лучшем случае, бэкать, гэкать, мэкать будешь. Это вообще никого не волнует. Они не парятся. Особенно вот народ в Европе по поводу, тем более акцента в английском. Как итальянцы коверкают, это еще даже похуже, чем индийцы. И итальянцы, они настолько вот сами по себе прикольные ребята, они, очень большое количество, не знают английского, просто инглеза. И вот не в дугу, он им не нужен, им вполне достаточно того. И самих таких диалектов очень много, которые сильно друг от друга отличаются. Ну там это не надо говорить, что, допустим, корсиканский просто от стандартного отличается так, что это два разных языка. Там генуэзский от тосканского, ну, как чеченский от адыгейского могут отличаться. Они так и отличаются. В общем, это идет стимулирование активация слуховой коры. Потом структурирование информации. Ключевой момент, ключевой метод борьбы с старением. Это постоянная практика структурирования новой поступившей информации. Ну, не будешь ты каждый божий день разбирать шахматные задачи. Не будешь ты, ну, чем ты занимаешься. Ну, дайте ему вязание, да, нервы успокаивать. Это все очень быстро изучается, быстро приедается, это быстро входит в автоматизм. И не происходит вот этого самого сакраментального, а именно установления новых нейронных связей. Практика постоянного построения новых нейронных связей, упорядочивания новой информации. Это ключевой метод продлить. Ну, вот ровно столько будешь мозгами не постаревший, вот сколько тебе захочется. Вот так моя бабушка и говорила. Сколько захочу, столько и буду жить. Ну, 100 лет не хочу. Вот так. Она прожила 89. 89. Мое почтение. 89 лет. Раиса Петровна. Это мать матери. Структурирование. Значит, если пользователь застревает в зоне комфорта, поет только на родном языке, этот эффект стремится к нулю. Вот. Потом вернемся опять же про виртуальные страсти. Буйные головы катятся колбаской по малой Спасской. Эмоциональные качели. Дуэты, значит, в семье. Иллюзия близости создается. Привязанность формируется. Совместное творчество. Потом эти дуэты разваливаются. Потом в этих семьях начинают происходить процессы, связанные с болезнью роста. Вдруг неожиданно капитан семьи, неожиданно, случайно, абсолютно плёцлих,
встретился в реальной жизни. Вот. А муж этой девочки пишет, что вот так вот, моя жена изменила мне с вашим капитаном. Да, печальная история, это, друг мой, это очень печальная история. Это по этому поводу можно было бы какую-то сочинить даже блюз такой серьезный. Вот так он, все как в жизни. Соревновательность присутствует, прошу прощения, уже аж возбудился, аж сопли побежали. Ролевые игры присутствуют, наставник, бунтарь, идол. Вот, допустим, я эксплуатирую такой образ атрибутики, вот, пожалуйста, как говорится, этот реквизит всегда со мной, не требуется каждое утро подклеивать новые бакенбарды. Я определенный такой вот дед из подземелья, откуда вы думаете? Это вся как бы идеология этого образа, она выпистована где-то в каких-то других подземельях, маленьких, малюсеньких, виртуальных, может быть. Так присутствуют конфликты, реальный стресс, потому что мозг не отличает онлайн-связи от офлайновых. Никакой разницы. Та же самая передняя поясная кора активируется, что и при реальных ссорах. Но потом рождаются новые пары, то есть механика Феникса, возрождающегося из пепла. После распада группы пользователей ищет новую семью, получает новый дофаминовый источник. И опять же, вот это переживание опыта поиска нового. Вот то, что сейчас попробуй ты в реальной жизни, найди этот опыт поиска нового. Вот, разбежался, как вот будто специально вот в магазин пошел и зашел в этот отдел, где тут поиск нового, опыт поиска нового. Виртуальные страсти, так это вот мы воспроизвели. Зависимость без стыда. Вот это вот очень тонкий момент, я бы сказал, архиинтимный момент. Почему существуют группы, допустим, анонимных алкоголиков? Не будем говорить о том, что их практика ни к чему не приводит, кроме того, что обогащает организаторов этих групп. Вот. Не будем об этом печальном говорить. Но почему именно анонимных? Ну, потому что алкоголик, ему стыдно признаться в этом. Алкаш, он никогда не перестает быть человеком. Он просто деградирует, но ничто человеческое ему не чуждо. Ему стыдно за свою привязанность. Это не повод для гордости или какой-то, вот я поднимаю на флаге с доблестью, я алкаш. Да это позорище, это стыд, страх и ненависть. То, что ты алкаш, это большая печаль. Так вот тут, пожалуйста, нету этого, это полная противоположность. Я вам рассказываю с радостью о том, что вот я торчу вот на этой теме, она вставляет. Вот это то же самая терминология. И нет похмелья, и нету этого разрушения. Наоборот, это идет только вот все то позитивное, о чем я озвучил выше по тексту. И почему нет комплекса вины? Потому что существует как минимум такой вот паттерн социальной одобряемости, как вот я не бухаю, я развиваюсь. Пожалуйста, можете мне даже поаплодировать, можете поставить лайки, можете прислать донат. Можете сами, не присылайте донат, пока сами не попробуете. Попробуйте сами. Если вам понравится, StarMaker, приложение лежит в магазине. Я не знаю, скорее всего, существует на все платформы, кроме Windows. Вот что характерно, что до сих пор я никак не могу понять, почему нету в магазине Microsoft нету приложения. Для просто виндовой программы нету такой. Есть сайт, можно зайти на сайт, но там такой интерфейс, такой вот, извините, как говорится, только что по морде не бьют за то, что ты туда зашел. Вот такое юзабилити, вот такой вот user experience, вот такой вот интерфейс просто не то, что, извините меня, на отъебись, оторви и выкини. Нет, интерфейс под названием пошел нахуй, интервент, отсюда, чтобы мы тебя больше тут не видели. Я не понимаю, как это в контексте бизнес-модели вообще все это
уживается, все это сосуществует, но это факт. И то, что сам по себе StarMaker, это как бизнес-платформа очень выгодная, в этом никаких сомнений нет. Вот, можно посмотреть индекс, она только развивается. 50 с лишним миллионов пользователей, из которых, ну хорошо, ну пусть хотя бы 1% будут те, кто регулярно туда заносит, там покупает ништяки, звездочки, розочки, золотые монеты. Вот, хотя бы 1%, пусть даже 0,5% посчитаем от 50 миллионов. Это очень серьезная цифра получается. Я сейчас это в уме не прикину, я на досуге займусь этим так, чисто сам для себя прикину. Единственное, что вот в чем исходство, да, ломка при отмене, беспокойство, если нет доступа к, не запускается приложение. Бывает, сеть проседает, нужно запустить VPN. С VPN все как бы более-менее. Бывает наоборот. VPN запускаешь и ничего не работает. Только без VPN StarMaker отлично работает. Возникает это беспокойство. И также возникает беспокойство, ты туда, вот там вот, ага, там так старался, из кожи вон вылез, весь вспотел, а лайков тебе не ставит, а просмотров нету, тебя не слушает, а семья тебя не слушает, тебя семья игнорирует. 150 человек в семье, плюс-минус, там, сегодня 2 пришло, там, завтра 2 ушло, ну такое, ну 150, только в одной семье. А еще 2 группы. Человек где-то там по 50, по 100, вот так. Ну, порядка 300 человек, это, грубо говоря, вот такая постоянная аудитория. Смотришь, что-то тебе мало наваляхали. Вот, есть такая, ну, все как в жизни, только морды не бьют. Ну, если пока не поймали. В общем, ломка при отмене. Виртуальный статус становится дороже и важнее реальных достижений. Есть такая опасность. Безусловно, присутствует. Поэтому постоянно нужно себя держать в определенном тонусе, в определенной дисциплине, чтобы понимать и отличать, чтобы не путать Боже, да, с яичницей и хуй с дверной ручкой. Вы меня простите уже, раз уже пошла такая терминология, пусть будет так, пусть остается. Самое замечательное, что хочу отметить в свойствах алгоритма YouTube, он безошибочно определяет, когда мат это средство художественной выразительности. И совершенно четко определяет, если это была попытка кого-либо унизить, оскорбить. Вот так. И пусть он потом не прикидывается, что он так, чуть-чуть, он только чуть-чуть. Только так, чуть-чуть умный интеллектом наделен, чтобы, ну, немножко там подрегулировать, подкрутить рекомендации. Нет, нет, ребята, эта штучка посильнее Фауста Гёте. Итак, вывод, очередной промежуточный вывод, это не последний вывод. Вот. StarMaker это когнитивный спортзал с элементами телесериала. Вот так, очень хорошая аналогия, где пользователи качают мозг через языки и музыку, живут эмоциями от любви до ненависти в полном спектре, без всякой разницы, не чувствуют себя больными, даже если зависят. Да, то есть, если вот они подсели, они не чувствуют. Ну как, ну я чувствую, потому что я специальными практиками занимался, как бы, чтобы вот этой вот осознанностью как-то вот, конечно же, обладать, как бы не до жиру. Вот это уж совсем нужно быть человеком таким, который вот в тепле да в неге, не знает никаких забот, а у него одна беда только, что вот, понимаешь ли, ему там лайков не наставили, не надарили звездочек. Нет, конечно. Как бы жизнь не дает расслабиться, постоянно бьет ключом, и не скрипичным ни разу, и не басовым, ключом по голове бьет и постоянно о себе напоминает. Вот, пожалуйста, опять-таки ситуация со Сбербанком. Ну да, чуть-чуть просрочил. Ну так и что с того? И что с того? А то, что идеально выплачивал, извините меня, 2,5 года без сучка, без задоринки, хоть это хоть на что-нибудь, хоть как-то влияет, хоть какую-то создает репутацию. Получается, что нет, но это как плевок в душу, это как нож в спину. Ну, споткнулся человек, упал, очнулся гипс, не может сейчас дойти, просто тупо не может дойти до банкомата и внести туда, понимаете, это наличность. И что? Я сейчас пока даже не в состоянии обрести такую психическую позицию устойчивую, да, чтобы просто набрать, там есть телефон для связи, сказать:
все, что я думаю, что это удар по репутации, прежде всего, самого кредитного учреждения, ребята. Что вы сделали? Ну вот вы заблокировали. Ну окей, я что, от того, что вы мне заблокировали эти черную кредитную карту, от того, что я не куплю себе покушать, я от этого становлюсь более платежеспособным? Она как бы прокачивается, моя платежеспособность. Сбербанк, да, случайный или не очень случайный работник Сбербанка наткнется на этот эфир деда из подземелья. Сами вы задумаетесь, над идиотизмом этой ситуации. Ребята, я не хочу даже каких-то выбирать мягкие, умягчительные, какие-то, знаете, обточенные, как медиатор, об наждачную бумагу формулировки. Ребята, ну, вы как бы, я понимаю, что вы любите деньги, и я понимаю, что вы никогда не признаетесь в том, что вам их никогда не хватит, но это все тоже ерунда. Но вы же также и поймите, что деды из подземелья, вот такие вот как я, таких много. Они ведь не дураки, они тоже прекрасно понимают, что вы твари конченые, без сучка, без задоринки. И что ваше сверхблагополучие, сверхбогатство, оно составлено за счет большого множества сверхбедных, сверхнизких в социальном статусе, вот таких вот из подземелья дедов и не только дедов. Что вы творите? Я решаю вопрос, реально вопрос решаю, конкретно без байды. И вывод единственный, который я сделал из этого факта блокировки, один единственный вывод. Я буду пользоваться услугами других кредитных организаций. А с вами я принципиально буду дальше эту ситуацию развивать в том ключе, чтобы вы подавали на меня в суд, во все суды, подавайте меня, пишите в спортлото, пройдите этот путь, я не пойду, не озабочусь, вообще больше волоском ни одним не вздрогну на эту тему. Вот так вот. Вы заебетесь пыль глотать, ребятки. Будете их выколачивать, я в 10 лет буду выплачивать этот оставшийся долг всеми мыслимыми правдами и неправдами. Я понимаю, что вы любите деньги и разделяю вашу любовь. И кто знает, тот понимает. Кому надо, тот услышал, до тех дошло. Я очень искренне желаю вам от этих денег опухнуть так, чтобы вы просто заплыло у вас вот так вот вообще все. И чтобы вы вспыхнули огнем жарким, как второе солнышко. Вот так вот, чтобы у вас столько было денег. Вот так вот. Но связываться больше. Хорошо, вот люди присылают донаты. Еще вот пока больше. Ну, я завел уже другую карточку. Следующий стрим выйдет уже с другими номерами. А на этом пусть пока остается все как было. Как говорил Юрий Николаевич Клинских. Я заебался тексты песен переделать с этим ебучим темпом инфляции. Поэтому пускай в этой песне все остается как было. Это будет отдельная песня на отдельном стриме. А мы возвращаемся к нашим тарелкам об стену в цифровом мире. Это просто удаление друзей. И там та же самая нейрохимия возникает. Вот так вот, когда приходится кого-то удалять из друзей. Вот так иногда приходится. Та же самая нейрохимия. А если заменить реальные отношения на виртуальные, будет синдром матрицы. Удовлетворенность жизнью падает. Вот, и это очень сложно осознать. Вот в этом заключается реальная опасность. Так что единственное, за что следует держаться изо всех сил, это за тот момент, что StarMaker это как дополнение к реальности. Отличная профилактика деменции и депрессии. Вот. Я бы не сказал этого про практику, допустим, такого хардкорного гейминга. Почему? Потому что я сейчас сам это не практикую. Поэтому я про это молчу. Мне бы очень хотелось бы сказать, что ну наподобие того, вот как ты каждый день садишься и побежал вот в этот свой ремнант, гасить, мочить и разбрасывать фарш вокруг себя. Я этого не могу сказать, потому что я сейчас не обладаю этим реальным опытом. У меня хватает, я смотрю стримы Фрага Народа, у меня начинает просто вот так перед глазами все плывет, у меня начинаются, подташнивать меня начинает, у меня вестибулярный аппарат начинает реагировать
пропадал, сейчас звук восстановился, стрим пропадал. Да мы хотим смотреть на вас. Сначала может... Будет обязательно будет гейминг где-то из подземелья. Мы двигаемся по проложенному курсу, двигаемся медленно, но планомерно, постепенно двигаемся. Вот. Хотелось бы быстрее, мне самому бы хотелось быстрее. Вот. Двигаемся, вот дошли до этапа живых эфиров, дошли до этапа осознанного форматирования какой-то политики канала контентовой. Люди любят танки, даже из Аргентины был подписчик. Я, например, к этим танкам сказать, что холоден душой, это ничего не сказать. Помните, в нашем детстве на тетрадках была такая цитата из Некрасова: «Не будет гражданин достойный, к отчизне холоден душой». А первую часть я не помню. Вот. Может быть, вы напомните, напишите мне в комментариях. Вот. Поэтому я холоден душой к этим танкам, но обязательно какая-то, ну вот во что, ну я играл Doom всех версий, Doom играл, Quake всех версий, раз, два, три. Quake 3 арена, господи, сколько было пробегано, сколько фрагов. Потом, смотрите, значит, после Doom, потом Unreal Tournament, значит, движок Unreal'овский этот, забыл, как он называется. Unity, это Unreal'овский движок. Он, конечно, покорил воображение и поразил всех, все возрасты были покорны в свое время. И потом Half-Life, на его движке уже Counter-Strike, потом это мод Half-Life-овский. Half-Life был пройден, как минимум дважды был пройден от и до. Half-Life 1 и в Half-Life 2. И вот на этом рубеже, скажем так, прервался. Я же жопу отсидел. Прошу меня простить за подробности. Вот что значит для стримера? Потому что это диван, а диван продавливается. Вот, это плохо. Что-то надо придумывать. Я уже даже себе эту подкладку такую непродавливаемую приобрел заодно вместе с паяльником. Вспененный такой материал шумозащитный, шумоизоляционный. Вот он хорош, чтобы на нем сидеть, но я забыл ее подставить. Короче говоря, будет гейминг где-то из подземелья. Вот. Fortnite, PUBG, Apex, вполне возможно. Remnant, ну, вот чисто глядя из подземелья, ну, настолько сверхобер, просто зашкаливает, не хватает. Это столько нужная реакция. Я-то вот смотрю немножко, как бы уже могу посмотреть глазами самого геймера, да, на это дело. Я просто в восторге. Я только высшие баллы, от слова вышибала. Аркадий Николаевич вот творит просто чудеса. Вот, что он там, как он двигается, какая у него мышка. Вот, чтобы такие вещи совершать, это нужно очень качественный манипулятор. Дети, внуки, слава деньги, господи. А куда они денутся? Куда они денутся? Жизнь на самом деле не так уж все сложно устроена. Вот. Делай, что должно, дай будь, что будет. Вы же не забывайте эту формулу. Только вот как раз вот самая заковыка, загогулина заключается в том, чтобы понять, а что должен, а что ты должен, вот кому ты должен. Банку, что ли, ты должен? Да нет, банк подождет. Пусть подождет, пускай становятся в очередь, сукины дети. В самую длинную, самую медленную очередь. Вот так вот, что должен? Вот это вот. А вот, оказывается, ты должен, вот стрим должен наладить, канал должен наладить, вот так вот выпистывать, вылезать концепцию, и дальше ковать потихонечку, так тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Молоточек маленький, но золотой. Короче, возвращаемся мы для того, чтобы в конце концов закруглить контекст, чтобы не болтался этот стрим обрезанный. Тарелки об стену в цифровом мире. Это просто удаление друзей, но нейрохимия та же самая. Вот как назвать и охарактеризовать человека, у которого так получилось, это уже вот такая вот мысль интересная мне пришла, у которого ну так получилось, что нет ни единой зависимости наподобие Стармейкера, при этом он не пьет, не курит,
не другими этими, как говорил Вицин, излишествами нехорошими не страдает. При этом он не игроман, не геймер, не ходит в казино, не сидит за компьютером, не спортсмен, ну, естественно, не алкоголик, не наркоман. Ну, вот как его назвать? Так вот, такого человека можно назвать незацепленный или свободный от аддиктивных паттернов. Вот такой красавчик, вот такой чемпион. Посмотрите на него, поаплодируем. Это незацепленный, друзья мои. Свободный от аддиктивных паттернов, такой член общества. Хотя здесь требуется уточнение контекста. Возможно, характеристики. Апейджер, вот английское слово есть такое, апейджер, условный неологизм от upgrade without engagement. Человек, который развивается без фиксации на конкретных системах вознаграждения. Вот вы знаете, иногда в жизни такие вот люди, холодные такие вот, апейджеры, они встречаются. Как бы вот ты вот, допустим, рассказываешь о своей рыбалке, как ты поймал сазана. Ну, пусть сазан был не очень крупным. Допустим, там 3-4 килограммовая. Но это уже такая серьезная рыба, с которой ты поборешься. Ты там так пропотеешь, ты там так прокачаешь свою межполушарную связь. А человек тебя слушает так, ну, как бы, вот тот он к рыбалке холоден душой. Ему что мне танки, что ему это рыбалка. Что сазан, что щука, ему без разницы. Допустим, сазан и щука — это принципиальное отличие, как методы ловли, снасти, там характер этого вываживания, это борьба, это вообще коррида, кто кого на самом деле. У рыбы до последнего есть шанс уйти на свободу. Это зависит очень сильно от уровня твоих навыков, твоего мастерства, это тоже своего рода спорт. Ну, в общем, рыбалка — это то, что я забыл перечислить в этой связи. В связи аддикций всевозможных. Так вот, бывают такие, которые даже на рыбалку не ведутся, такие холодные-прихолодные. Их еще можно было бы назвать контекстно-автономный такой человек. Его мотивация не привязана к внешним петлям обратной связи. Ему плевать на эти лайки, на уровни, на достижения. Какие там у тебя крючки кованые, японские крючки дорогущие. 400 рублей 5 крючков. Это еще по ценам 2019 года. Вот такие крючки 4 номера, карповые такие. Да по барабану. Что Карпов, что Каспаров, что шахматы, что домино, что шашки. Нарды давай. И к нардам он тоже равнодушен. Вот. Как проявляется такой человек? Не привязанный, да, не ведущийся, не западающий. Он так читает книги чисто вот для вот челленджей. Вот просто, ну, вот модная книжка, допустим, там. Ну, какая вот, вот назовите мне модную книжку, допустим. Да. Ну, Мураками, допустим. Вот модная когда-то была книжка. Ну, Зюскин, модный писатель. Очень модный. Вот он взял его и прочитал. Ну, что ты вынес оттуда? Для тебя ли вообще, для таких ли айсбергов в океане писалась это литература? Если литература, это квинтэссенция страсти. Это страсть, возведенная в квадрат. Это настоящая литература, когда речь идет об этом. Видите, не идет о графомании. Так вот, получается, что графоман — это тот, который вот пишет, что попало, вот ему лишь бы писать. А бывают графоманы с другой стороны, которые читают, лишь бы что-то читать. А 4 это не мелко. Не, 4 номер это как раз четверочка, это сазанячая четверочка. Не, как раз вот сазанячая хорошая. Как раз вот на, вот, допустим, ну, вот того сазана, что я тебе говорю, значит, на 4 вообще прекрасно ловится. При этом на 4 может и карась крупный взяться. Она ему в рот помещается. Ну, как бы и окунь возьмет. Как бы это такая вот, ну, в наших водоемах, вот река Кубань, кто знает, тот понимает. Да, понятно, что если ты охотишься на сома, то это крючок ни о чем. Ну, сом — это вообще другой вид охоты, скажем прямо. Сазана я ловил, вот, а сома только видел, как продается на рынке. Сома ел жареный. Да, одного сомика я ловил. Ну, вот такой сомик, маленький соменок, вот размером с мою руку. На закидушку в Кубани я ловил, на ночь ставил. Но это не в счет, это малек. Конечно же, он был съеден. Вот.
сварен и съеден, но тем не менее, это просто малек. Так вот, такой человек холодный, который не ведется, он контекстно автономный, читает книги для челленджей и тренируется без всяких трекеров, в качалку такие ходят, чисто вот потому, что это модно. Он же еще может быть назван как нейтрально-пластичный. Его дофаминовая система не перегружена искусственными стимулами. Он и не в дефиците при этом находится. То есть вот такой вот человек, вот он в каком-то таком удивительном равновесном состоянии, как это точка либрации. Есть такое понятие в физике. Какой-то он нашел неуловимый баланс между любопытством и удовлетворенностью и пребывает. Ну и что? И вот потенциал этого человека. В чем? Ноль. Ноль. Потому что потенциал это там, где у нас разбег. Это в плюс, это в минус. И мы вот между вот этими вот точками, да, имеем разный потенциал. То есть большое, точнее высокое напряжение. Ну, зависит от того, сом из Кубани, зависит от того, в каком месте Кубани он пойман. Если выше по течению, чем город Краснодар, то это вполне себе там чистая вода. Ниже Краснодара, вы только представьте себе, если по факту мы можем для наших расчетов исходить из такой оценки, примерно 3,5-4 миллиона живых людей каждые сутки какают, вот, каждые сутки и писают. Вот, примерно 2 литра мочи каждый. И примерно, ну сколько вот, кто как кушает. Папа, здравствуй, ты какаешь, да, помните этот анекдот? Да, ой, ну слава богу, слава богу. Это сын не видел отца 20 лет, вот они встретились. Он первый вопрос, который я ему задал. И сколько вообще, и все сливается, все, куда? Ну, конечно же, все это идет на переработку, тончайшую, высокотехнологичную переработку отходов. Конечно же, это превращается, брюки превращаются в элегантные шорты, а говно превращается просто в эликсир, которым питаются феи. Нет, конечно, говно это все стекает в Кубань. Кубань всех принимает. Вот в чем ее зловонное свойство. Кубань ниже по течению, чем Краснодар. Да просто подойдите к Тургеневскому мосту. Там одна единственная труба. Тургеневский мост. Подойдите. Там точка сброса. И одна единственная точка, которых по ходу, по траектории, вот как она петляет, вот, береговая линия, их найдется, таких точек. Я боюсь, конечно, сейчас вот, говорить какую-то точную цифру, но лично я знаю таких точек 7 штук. Минимум. Это только то, что я знаю. Я думаю, легко можно правомерно вполне эту семерочку удвоить. Вот. Ну, вы просто сами логически подумайте, куда это все, какой объем, куда это все девается. Пусть даже если сильно загрубить, с каждого, но с каждого по 100 грамм, хотя бы по 100 грамм. Ну, просто посчитайте. Возьмем 3 миллиона, вот вообще, вот просто еще больше загрубим по 100 грамм. И какое количество каждый день этого, каждый день, и прям вот непрерывным потоком. Это все река Кубань. В один из засушливых годов я каждый день летом ездил по набережной, река почти пересохла и стояла без течения, как же она воняла. Кубань всех принимает, все говно. Это вы про... Да это, вы знаете, это интегрально выражаясь, грубо говоря. Интегрально выражаясь. Вот по нашему подземельному лексикону, временами перегруженному какими-то аллюзиями, в данном случае прямо скажу, что это и касается и миграционной ситуации в том числе. Об этом нужно говорить на отдельном стриме. Я пришел к этому пониманию, что обязательно нужно поднять эту животрепещущую беду. Это даже не проблема, это беда, ребята, беда. Куда вы едете? Вы едете скоротать старость, что ли? Вы на эту старость копили, и вот наконец накопили 15 мешков денег, и вы их везете сюда, чтобы здесь как бы море рядом, здесь тепло, здесь свежий воздух или что. С работой вообще нет проблем.
Вот так вышел и сразу же зарплату получил. Еще не успел устроиться на работу. Причем в 5 местах и плюс еще одна удаленка. Туда, в принципе, можно и не заходить, так вот деньги будут перечислять. Ну, примерно так. Да вы чокнулись, этот город уже давным-давно превратился в один большой сумасшедший дом. Просто об этом, кто в открытую, ну так признается, кто кому, ну стыдно же это признаться. Да, мы приехали, купили 3 квартиры, в одной живем сами, 2 сдаем. Вот, ну да, вот из 15 мешков денег осталось, ну пока что еще целых 3, но они быстро кончаются. Вот, работы, ну да, сын ищет работу, там муж там в игры играет или наоборот. Да оба играют, они в игры, никто там ничего не ищет. Они квартиры сдают, друг у друга потом снимают. Вот. Что, город Краснодар, что он сейчас производит? Он даже хорошего впечатления не производит. Это промышленный центр когда-то. Вот так я пальцем показываю. Здесь постоянно был шум. Чего, кого? Краснодар Сельмаш, мощнейшее промышленное было предприятие. Мощнейшее. Там делали запчасти для сельскохозяйственной техники, цепи, шестерни, различные валы, барабаны, вот это вот все, комбайны, детали комбайнов там делались. Буквально вот, чуть-чуть в другую сторону руку поворачиваю, чуть-чуть румб перекладываю. 3 румба, норд, зюд. Это у нас что? Коммунально-суконный комбинат. Когда-то был. Мощнейший. В масштабе, мировом масштабе мощнейший. Где он, что он? Производственных мощностей. Все территории сдаются. В лучшем случае лабазы, склады. Жаль, что нет лайков, больше одного не поставишь. Ставьте, вместо лайков можете присылать донаты. Так вот, за спиной моей что? Хлопчатобумажный комбинат, его руины. Вместо хлопчатобумажного комбината, что у нас? Торгово-развлекательный комплекс «Галактика», «Медиаплаза» и прочее. Мне даже посчастливилось работать штатным работником в отделе ОСУП в этом самом хлопчатобумажном комбинате в период 92 по 93 годы. И причем официально я не получал зарплату, потому что в принципе, вот можно было устроиться и работать. Хочешь — ходишь, хочешь — не. Ну, как бы лучше ходить. Но денег нет. Скоро деньги будут. Семикин уже заключил контракты с арабами. Вот, поставки пойдут. Лежит продукция, количество, огромнейшее, рулоны. Я все это видел своими седыми глазами. А сейчас денег нет. Моя функция заключалась в том, что я обучал главного бухгалтера Ольгу Борисовну пользоваться Excel и Word. Безуспешно. Я потерпел фиаско. Было много занятий, минимум с десяток. Но вот этот навык ходить по ячейкам главный бухгалтер так и не усвоила. Это было слишком, это было чересчур. Это было a little bit too much по тем временам. Так вот, аналогичная судьба постигла также точно фарфоро-фаянсовый завод. На нем я тоже работал в детстве, в промежутке между 8 и 9 классом. Я там проработал 2,5 месяца на взрослом рабочем месте, вторым номером на станке по формовке чайника заварочного. В бригаде комсомольского труда Зои Шаповаловой. Вот так вот. Это было в 3 смены, скользящий график. Это было просто чокнуться. Я заработал 270 рублей за то лето. Я себе тогда купил кассетный магнитофон и джинсы, но на свои деньги. Вот эти все, это вот формат «Деда из подземелья». Я это видел, я это знаю. Что осталось от фарфорового фаянсового завода? Хорошо, на нем стоит этот Мурлен, теперь по-другому называется. Хорошо, на нем стоит этот знаменитый 7 звезд, кинотеатр IMAX, там самый лучший в России. Хорошо. Опять-таки, торгово-развлекательный комплекс. Все остальное, все остальные предприятия промышленные, звезды, глыбы, в том числе завод имени Седина, станкостроительный завод имени Седина, постигла та же судьба. На территориях завода Седина пока нет торгово-развлекательных комплексов. Там чисто
коммерсанты своими частными занимаются делами. Купил, продал, на складе полежало, продал еще дороже. Вот как-то так, примерно так. Аналогичная судьба постигла все до единого. Каждое предприятие, которое даже в том числе пивзавод «Факел», казалось бы, кому мешал, они делали шикарное пиво. Были свои марочки, была Екатеринодарская, замечательная, был фирменный «Факел». Ну, казалось бы, вот что, какой кризис может постигнуть такое, ну, пивное производство, кризис жанра, что перестали покупать пиво? Нет, просто нашелся более выгодный вариант продать эту территорию, вот и все. Поэтому, ребята, приезжайте сюда, приезжайте как можно больше. Вот вы за последние 10 лет, хорошо, вот в 2000, ну, больше, возьмем больше, ну, даже уже больше. Возьмем так, за последние 20 лет вас сюда приехало со всей страны, потому что Москва не резиновая, потому что Питера погода меняется очень часто, в Питере там ну, совсем другой, вы что, там другой климат. То ли дело Краснодар, приезжайте сюда, приезжайте сюда. Правильно вы сделали, вы засрали в прямом и в переносном смысле этот чудный маленький городишечко, который когда-то называли маленьким Парижем, вы его засрали. Теперь это просто клоака, набитая сумасшедшими, которые вот так, выпучив глаза, как раки, с утра до вечера, вот так вот создают движуху, потому что они друг другу что-то продают и ищут работу. Вот так, вот из чего это состоит. И одно сплошное строительство. А строят тюрки, узбеки, таджики. Тюрки строят на армянские проекты. А армяне получают вот так вот. Все секреты пооткрывал. Напишите мне в комментариях, если вы не согласны со мной по каким-то ключевым моментам, либо же по каким-то мелким деталям вы со мной не согласны. Давайте будем спорить. Давайте, в конце концов, если найдется смельчак, вызывайте на дуэль, я приду, будете бить мне морду. Но перед этим желательно прислать мне донаты для того, чтобы я хотя бы каких-то, я не знаю, таблеток для храбрости смог купить. В аптеке, да, побольше. России одни звезды развлекают, другие звезды, одни в погонах, а другие в стропонах. Господи, все было бы смешно. Было бы все смешно. Аж голова заболела вот от этого. Я не удержался, я думал, будет это отдельно. Вы меня растрогали. Вы растрогали меня, вы меня просто вывели меня на чистую воду. Говоря о реке, вывели меня на чистую воду. Вы понимаете, насколько все парадоксально в эфирах «Деда из подземелья»? Идите и найдите второго такого же сумасшедшего, который вам вот так доходчиво разложит почем в хлебе дырочки. Идите и подпишитесь к нему на канал, и все донаты ему отправьте. А мне только можете даже дизлайк поставить, и отписаться сразу. Вот так. Ну, лучше, конечно, сделать все наоборот. Вы же понимаете, что это шутка. Шутка-минутка от Деда из подземелья. Шутка-минутка, а ржешь полчаса. Так вот, мы возвращаемся к нашей такой нейропластичности. К чему это приводит? К тому же человек, если увлечется, он немножко как бы потеряется, да? Перепутает Божий дар с яичницей. Случайно не попал в зону захвата аддиктивных механик, допустим, бывает. Это про холодных мы. Да бог с ними, с этими холодными. Он случайно не попал. Вот он сегодня такой весь ледяной горою айсберг из тумана вырастает. А завтра вот такой человек, чем он опасен? Вот чем вот именно лично я, почему боюсь людей? Я их не то что боюсь. Да, но это еще больше на самом деле. Я их как бы... Ну это капец просто. Блядь, человек, который... Смотри, он не курит. Он жене не изменял ни разу. Зачем ты вообще женился тогда? Не, ну ладно, это хорошо, ребята. Это глубоко интимная сфера. Ну, в конце концов, мы уже не дети, мы можем уже назвать вещи своими именами. Да? Ну вот он ни разу, вот понимаешь, ни разу не то, ни то. Так от этого человека можно ожидать, что он в любой момент, если это алкаш, с ним все понятно. Это геймер, с ним все, этот чувак висит, да, блядь, ему надо, вот он, понимаешь, молодой парень, ему надо каждый вечер, чтобы он, причем желательно каждый вечер, чтобы новая телка у него была. Ты понимаешь? Это как его плющит, как его... Я насмотрелся на такое.
Со мной трудодни один отрабатывал такой. Я его очень могу прекрасно понять, потому что, как говорится, хорошо, когда тебе 53, и уже смотришь на все это дело с древнерусской тоской. Ой-ой-ой. Вот. А вспоминая, как оно вот было, когда ключом по голове жизнь била, что тот фонтан, вот, это не переведи Господь, как оно бьет ключом. Как это бегать за юбками, это не приведи Господь, это Божье наказание. Так вот, этот человек, вот, который ни за юбками не бегал, ни курил, ни пил, и даже хуй не дрочил. Вот он скажет, где я никогда не дрочил. И надо ему верить. Надо верить ему вот в этом. Вот он правду говорит. Вот он и правда такой. Так от него можно ожидать любой подлянки. Любой. И в любой момент. Потому что он сорвется, и ты никогда не знаешь, на какой глубине, на каком уровне будет его падение. Невиданное. Поэтому вот эта нейтральность, как следствие ангидонии, возможно, неспособности получать удовольствие вообще. Это страшные люди. Это Понтий Пилат. Понимаете? Он не чувствовал ни жалости, ни сострадания, ни сожаления, ни стыда тем более. Он умывает руки. Какие еще есть аналоги в природе? Мы близки к финишу, очень близки, прям совсем близки. Аналоги в природе – это кошка, которая не пристрастилась к валерьяне. Вот представьте. Она ее либо не пробовала, либо ее рецепторы не реагируют. Ну где гарантия, что рецепторы у кошки вдруг не проснутся? Кто даст гарантию за кошку? И она станет этой валерьяноманкой, будет тут подроет. Вот у меня здесь под балконом куст валерьяны был. Так коты устраивали здесь просто вот такое вот кублище. Они вот это а потом вот так вот лежали и кайфовались. Я наблюдал это своими глазами. Такой человек не уникален и статистически маловероятен, но все-таки где-то такие люди встречались. Да и лично мне такие в жизни встречались. Ну, во всяком случае, те, кто производил впечатление вот таких вот холодных ко всему, ни во что не вовлекаемых. И ни на что. И, понимаешь, расскажешь такому человеку, ну реально смешной какой-нибудь анекдот с двойным, с тройным дном, ну то есть, ну уж кто-нибудь да вот поведется, ну там, любой уровень интеллекта. Понимаешь, вот палец покажи, уже смешно. Ну реально уже смешно, уже есть с чего поугарать. Допустим, есть люди с хорошим, здоровым чувством юмора. А вот, как правило, вот у этих уравновешенных, у них и юмора нет. А если, чувак, у тебя нет юмора, то, ну ты практически, а зачем ты живешь? Вот, как бы живешь ты с твоей точки зрения правильно, очень уравновешенно и сбалансировано, продуманно, но с моей точки зрения, вот с моей личной, с точки зрения деда из подземелья, ты живешь бессмысленно. Вот на этой сакраментальной ноте я хочу сделать паузу, дорогие друзья. Во-первых, просто вот реально нужно отдохнуть, просто отдохнуть. Поменять одежду, потому что вот моя хламида, она мокрая. Вот. Во-вторых, заварить себе какого-то, вы прислали 3 копеечки, говорите, я пойду чайку куплю. Яичко и чайку куплю. Чаек зелененький буду попивать, заваривать. Даже кончилось абсолютно просто все. Это не фигура речи. Кончилось просто все. Есть только сахар в доме. Ну, правда, килограмм 60. Такой запас в кладовке. И вода из крана. И воду пить из крана нельзя, только фильтровать обязательно. Это ключевой метод деда из подземелья. Оставайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте либо лайки, либо дизлайки. Пишите какой-нибудь комментарий. И чем более грозный на самом деле, тем лучше. Знаете, это секрет. Не надо писать комментарий, прям такой, ой, как хорошо-то. Да где там хорошо? Не надо про хорошо. Напишите про то, что нехорошо. Мы будем над этим работать. Вместе с вами. Я вас люблю. Даже я сам не ожидал, до какой степени вот я вот на самом деле вас люблю. И вот это все протрясет меня от кончика макушки до мозга пяток. Назовем это так.